Иногда самое странное место на Земле начинается не в пустыне, не в океане и не на вершине горы. Оно начинается в прихожей. В старой квартире, где десятилетиями никто не трогал пыль. В подвале, где хозяин решил убрать лишнюю стену. В церковном чердаке, куда давно не заходили даже служители. Дверь открывается тихо, а за ней оказывается не комната, а чужая эпоха, спрятанная так близко, что мимо нее годами проходили люди. Самое странное в этой двери не то, что ее забыли. Странно другое, за ней продолжали платить. Месяц за месяцем, год за годом, пока в Париже менялись вывески, машины, цены на кофе и жильцы в соседних домах, одна квартира оставалась закрытой. Не заброшенной в обычном смысле, не потерянной, просто оплаченной пустотой. Представьте конверт со счетом, который уходит по адресу далеко от Парижа. Его получают, открывают, оплачивают и вместе с этим продлевают молчание комнаты, куда никто не входит. За дверью не лежал клад в пиратском смысле. Там стояли вещи, которые должны были давно исчезнуть из быта. Туалетный столик, тяжелые шторы, старые флаконы, мебель с изогнутыми ножками, чучело страуса, будто случайно сбежавшая из салонной шутки начала прошлого века. И все это не на складе музея, а в обычном парижском доме. Первая глава нашего выпуска начинается именно с такой невозможной комнаты. В 2010 году, после смерти пожилой женщины, наследственные дела привели специалистов к квартире, которую, как писали газеты, не открывали со времен Второй мировой войны. Дверь поддалась не как вход в приключения, а как очень старая бытовая проблема. Ключ, замок, пыль, осторожный шаг. И тут обычная процедура описи вдруг стала похожа на вторжение в чужой сон. Важно понять одну вещь. Эта квартира не проспала войну, потому что о ней никто не знал. Наоборот. О ней знали достаточно, чтобы счета не прекращались. Но знать о комнате и решиться войти в нее – это разные действия. До войны эта история выглядела почти нормально. Париж умел хранить такие квартиры. С дорогой мебелью, с семейными вещами, с портретами женщин, которых знали в салонах и ресторанах. Марта де Флориан была из того мира, где красота, связи и хороший портрет могли значить не меньше, чем фамилия на гербе. Ее образ писал Джованни Бальдини, модный художник светской Европы. Он умел делать так, что платье будто только что шелохнулось, а человек на холсте еще не успел убрать взгляд. Потом пришло другое время. Наследница Марты, по распространенной версии, покинула Париж во время немецкой оккупации и уехала на юг Франции. Здесь нет нужды придумывать драматическую сцену с последним взглядом на квартиру. Достаточно простого жеста – закрыть дверь и унести ключ. В 40-е годы многие уезжали так, будто на несколько недель. Потом недели превращались в годы. Возвращаться было страшно, неловко или уже незачем. А счета шли. В европейском городе квартира может жить на бумаге куда дольше, чем в памяти семьи. Есть договор, есть управляющий домом, есть нотариус, есть наследники, есть банковский перевод или человек, который занимается платежами. Пока деньги приходят, дверь не обязательно тревожить. Никто не обязан каждый месяц проверять, не застыл ли внутри 19 век. И вот здесь становится неуютно. Война ломала города взрывами и приказами, но иногда она ломала жизнь иначе. Человек спасался сам, а комната оставалась ждать его возвращения. Платье в шкафу не знает, что фронт уже прошел. Щетка на столике не знает, что хозяйка больше не сядет к зеркалу. Когда дверь наконец открыли, людей встретила не пустота, а слишком много прошлого сразу. В таких помещениях сначала слышишь не историю, а собственные шаги. Половица отвечает, пыль поднимается, фонарик выхватывает край зеркала, спинку кресла, перья страуса, темный прямоугольник картины на стене. Оценщик не может просто ахнуть и уйти. Его работа скучнее и важнее – понять, что перед ним, описать, сверить, отделить семейную вещь от предмета рынка. Так домашняя комната превращается в цепочку решений. Нотариус открывает наследственное дело, специалисты составляют опись. И если находят картину, ее нельзя назвать шедевром только потому, что она красиво висит в пыли. Смотрят подпись, манеру письма, происхождение, старые письма, каталоги, следы владения. Иногда решает маленькая бумага, найденная рядом с большими вещами. В истории с портретом Марты де Флориан важной частью атрибуции стали документы, связывавшие ее с Бальдини. И тогда квартира перестала быть просто красивой аномалией. Она стала местом, где частная память внезапно столкнулась с рынком искусства. Потому что рынок любит происхождение не меньше самой картины. Полотно, которое десятилетиями висело в закрытой квартире, получает биографию. Кто изображен, кто писал, где оно находилось, почему исчезло из публичного поля. После этого начинается совсем другая жизнь предмета.
Его фотографируют, оценивают, вывозят, страхуют, показывают покупателям. То, что молчало на стене, попадает в аукционный зал. И сумма там растет уже не за пыль. Платят за имя художника, за модель, за редкую сохранность и за эту почти невероятную паузу длиной в несколько поколений. Портрет Марты де Флориан в итоге ушел с молотка за сумму, которую в газетных пересказах обычно называют главным чудом этой истории. Но деньги здесь не самое сильное. Сильнее другое. Все это время квартира оставалась целой не из-за магии, а из-за очень земных привычек. Платеж пришел, долг закрыт, договор не разорван, помещение числится за человеком. Наследники не спорят или не вмешиваются, вещи стоят. Управляющий не имеет причины вскрывать дверь. Большой город способен быть безразличным, и именно это безразличие иногда сохраняет предметы лучше любого музея. Но у такой сохранности есть цена. За нее платили настоящими деньгами и, возможно, нежеланием трогать прошлое. Закрытая квартира удобна тем, что не задает вопросов. Она не требует решить, что делать с портретом прабабушки, с чужими письмами, с роскошью, которая больше не вписывается в жизнь семьи. Она просто стоит за дверью. Когда ее открыли, Белл Эпок не ожила. Нет. Она оказалась вещами. Тканью, деревом, стеклом, пылью, краской на холсте. И это даже сильнее красивой легенды. Перед нами не призрак Парижа, а бухгалтерски оплаченная пауза, которую война начала, наследство продлило, а рынок искусства закончил громким ударом молотка. Обычная дверь сохранила невозможное потому, что люди десятилетиями выбирали самый тихий вариант – не входить. А следующая дверь в нашем списке докажет, что иногда страшнее не то, что спрятано внутри, а то, как долго она умеет ждать. В этой истории дверь не вела в прошлое, она вела вниз. По местным пересказам, хозяин дома в Деренкую затеял обычный ремонт, такой, после которого ждешь грязи, шума и еще одной трещины в стене. Он убрал часть каменной кладки в подвале и увидел не нишу для хлама. За стеной темнел проход. Узкий, сухой, будто специально оставленный там, где его никто не должен был искать. И самое неприятное в такой секунде не темнота. Неприятно то, что проход не заканчивается взглядом. Ты светишь лампой, а луч просто проваливается дальше. Дом вдруг перестает быть домом, он становится крышкой над чем-то огромным. Так, в 1963 году, если верить самой распространенной местной версии, заново открыли один из самых странных подземных миров Каппадокии. Не одинокую комнату, не тайник, а целую систему этажей под землей, где человек мог не просто спрятаться на ночь, а переждать опасность вместе с семьей, едой, животными и водой. Просто удержите эту картину. Подвал, пыль, тусклая лампа. И за проломом не кладовка, а город, который много веков молчал под ногами. Каппадокия сама подсказывала такое решение. Здесь земля не похожа на гранитную крепость, которую надо брать железом и потом проклинать каждый удар. Местный вулканический туф мягче. Его можно вырубать, расширять, делать в нем комнаты и коридоры, а потом он высыхает и держит форму достаточно крепко, чтобы потолок не падал тебе на голову после первого сезона дождей. Вот почему подземные поселения здесь не выглядят как случайная пещера. В них чувствуется расчет. Ход сужается там, где должен сужаться. Комната уходит в сторону там, где удобно хранить зерно. Ниже появляются помещения, где держали скот, потому что животные давали тепло, молоко и навоз, но требовали места и воздуха. И тут начинается главное. Подземный город не работает, если в нем нечем дышать. В Деренкую нашли глубокие вентиляционные шахты, которые связывали уровни с поверхностью. Они тянули воздух вниз, как невидимые трубы. Рядом были колодцы, причем часть из них могла быть устроена так, чтобы вода оставалась доступной изнутри и не выдавала людей наверху. Это уже не яма для паники, это убежище, где заранее думали о завтрашнем утре. Важно понять одну вещь. Эти города строили не из любви к подземной романтике. Их делали потому, что наверху слишком часто становилось опасно. Через Анатолию проходили армии, набеги, смены власти, тревожные слухи. Когда угроза приближалась, открытое село было уязвимо, а под землей можно было исчезнуть. Не навсегда, но достаточно надолго. Входы маскировали в домах, во дворах, в хозяйственных местах. За узким лазом начиналась другая логика движения. Один человек пролезет, толпа с оружием уже нет. Внутри стояли круглые каменные двери, похожие на огромные жернова. Их можно было перекатить поперек прохода изнутри. Снаружи такую плиту почти невозможно сдвинуть, особенно в тесном коридоре, где не размахнуться и не подвести рычаг нормально. Представьте звук, когда каменный диск медленно встает на место. Скрежет по туфу, глухой удар, и за ним тишина.
По другую сторону могут кричать, стучать, искать вход, а внутри люди считают дыхание, проверяют лампы, отводят детей дальше от прохода. И вот здесь становится неуютно. Это не легенда о чуде под домом. Это план жизни на случай, когда дверь наверху больше не защищает. У Деренкую есть соседние подземные поселения, например, Каймаклы, и это тоже важно. Значит, речь не о единственном капризе строителей и не о красивой сказке для туристов. Под Каппадокией была целая культура укрытия. Ученые спорят о самых ранних этапах и о том, кто именно начал вырубать первые уровни, поэтому честнее говорить так. Эти места менялись и достраивались разными людьми в разные эпохи. Но механизм понятен даже без точной таблички с датой. Мягкий камень давал возможность копать, страх давал причину. Опыт подсказывал, где нужен воздух, где вода, где запас зерна, где поставить животных, а где закрыть проход каменным кругом. Когда современный человек заходит туда с фонариком, он часто ищет самое большое число. Сколько этажей, какая глубина, сколько километров, но сильнее другое. Кто-то заранее продумал день, когда придется уйти под землю и не потерять там порядок. В темных комнатах Деренкую нет ощущения случайной норы. Там есть кухня, склад, защита, вентиляция и маршрут назад к свету. Город под домом был не тайной ради тайны, он был способом дожить до утра. А следующая дверь напомнит, что иногда за стеной находят не убежище, а след человека, который не должен был сохраниться вообще. Иногда невозможная комната прячется не за каменной стеной, а над самой обычной дверью. В середине прошлого века исследователь поднялся на чердак старой церкви в Саутуарке и ожидал увидеть склад. Пыль, балки, забытые коробки, может быть, старую кровлю изнутри, ничего особенного. Но фонарь выхватил не полки и не церковный хлам. Под слоем пыли стояли ряды деревянных мест, как в маленьком театре, а ниже было пространство, где должен был лежать человек. Вот это уже странно. Чердак церкви Святого Фомы оказался не просто чердаком. Над головой прихожан почти век скрывалась старая операционная, связанная с больницей Святого Фомы. Не кабинет врача, не комната для хранения бинтов, а место, куда поднимали пациентов, чтобы резать быстро, пока боль не ломала голос. И первый вопрос тут совсем не про кровь. Он проще и тревожнее. Почему операционная вообще оказалась над церковью, рядом с сухими травами, скрипучей лестницей и городским шумом за крышей? Чтобы это понять, нужно спуститься не вниз, а назад. В начало 19 века, когда больница и церковь в Лондоне часто жили почти плечом к плечу, у Святого Фомы была длинная больничная история, а рядом существовал травяной чердак Хербгарет. Там сушили и хранили растения для лекарств, мазей, настоек, припарок. Звучит почти мирно. Стеклянные банки, связки трав, запах сухих листьев. Но именно рядом с такой кладовой и появилась операционная. Логика была не мистической, а практической. Нужно было помещение с верхним светом, чтобы хирург видел, что делает. Нужно было место, куда можно посадить студентов, потому что хирургии учили глазами. И нужно было отделить эту шумную, тяжелую процедуру от обычных палат. Старый чердак давал все сразу. Свет из крыши, деревянные ряды, расстояние от больничной суеты. Только есть одна деталь, которая режет слух. Пациента к этому месту приходилось поднимать. По крутой лестнице, в здание, где каждый шаг отдавался деревом. Это не современный коридор с каталкой и лифтом. Это узкий подъем в комнату, где врачей было меньше, чем зрителей. Вот здесь становится неуютно. Мы привыкли думать об операции как о стерильной комнате, масках, лампах и точных приборах. Там все было иначе. До широкого применения наркоза пациент оставался в сознании. До антисептики врачи еще не понимали микробный мир так, как понимаем мы. Чистота могла означать порядок, но не стерильность. Главным оружием хирурга были опыт, крепкие нервы и скорость. Операция должна была быть быстрее страха, быстрее крика, быстрее истощения человека на столе. Студенты сидели вокруг амфитеатра не из жестокого любопытства. Так учились. Они должны были увидеть движение руки, разрез, перевязку, решение в секунду, когда ошибка уже не исправляется словами. Просто удержите эту картину. Сверху падает дневной свет. На деревянных скамьях тесно. Внизу хирург наклоняется к пациенту. Кто-то держит тело, потому что боль не просит разрешения. Инструмент звенит о стол. В комнате нет привычного нам спасительного сна под наркозом. И все это происходит не в подвале мрачного замка, а над церковью в Старом Лондоне, где снаружи могли идти торговцы, звонить колеса и жить обычный день. Потом медицина ушла вперед, и такая комната стала почти невозможной для новой эпохи. Появился эфирный наркоз, затем хлороформ, менялись представления о заражении, больницы перестраивались под другие правила.
Старая операционная потеряла смысл. Ее закрыли, забыли, перекрыли доступ, и она превратилась в пустоту над церковным пространством. Почти век город ходил мимо, не зная, что над ним сохранилась деревянная модель прежней хирургии. Поэтому находка в 1956 году важна не только как музейная редкость. Она меняет ощущение старого города. Лондон вдруг перестает быть набором фасадов и дат. За обычной крышей может лежать целая система жизни. Больница при религиозном учреждении, травы рядом с операциями, студенты над столом, человек без наркоза в центре комнаты. Сейчас это место известно как музей старой операционной и травяного чердака, и в этом есть тихая справедливость. Комната, которую строили для боли и обучения, стала местом памяти и понимания. Следующая дверь тоже будет выглядеть обычной, но за обычными дверями в этом выпуске как раз и начинается самое странное. Иногда самая дорогая дверь в доме выглядит как плохая стена. Человек берет инструмент, сбивает кусок старой кладки, ждет увидеть камень, пустоту для полки, может быть мышиный ход, а за стеной вдруг тянет холодом. Не сквозняком из комнаты, холодом из глубины. По распространенной версии, именно так в Каппадокии в 1963 году обычный ремонт вывел хозяина дома к проходу, который не должен был быть частью жилища. Дом стоял в районе Деренкую, в месте, где земля сама по себе странная. Там скалы мягкие, светлые, как подсохший хлеб, потому что это вулканический туф. Его легко резать, но после контакта с воздухом он становится крепче. Удобный материал для людей, которым надо не строить вверх, а уходить вниз. Сначала это мог выглядеть как маленький бытовой сюрприз. Проломленная ниша, темный лаз, пыль на полу, лампа высвечивает не кладовую, а коридор, который уходит дальше, чем положено частному дому. И вот здесь обычная логика ломается. Если за стеной спрятана комната, это тайник. Если за ней лестница, это уже вопрос. А если за лестницей идут новые помещения, боковые ходы и другие уровни, то дом внезапно оказывается не домом, а крышкой над чем-то гораздо большим. Спуститься туда первым было бы не героическим жестом, а очень неприятным решением. Узкий проход не обещает ничего хорошего. Он не показывает весь маршрут, не дает понять, есть ли воздух, есть ли обвал, есть ли место развернуться. Но шаг за шагом стало ясно, это не подвал и не случайная пещера. Внизу были коридоры, комнаты, ниши, лестницы, переходы между уровнями. Деренкую позже начали описывать как многоэтажный подземный город, уходящий на десятки метров вниз. Оценки вместимости гуляют, и с ними надо быть осторожными, но речь точно не о семейном убежище. Такие места могли принимать сотни и тысячи людей вместе с припасами и животными. Важно понять одну вещь. Подземный город не делали ради красоты. Там почти нет жеста победителя, который строит башню и показывает силу. Это архитектура страха. На поверхности могли приходить войска, грабители, отряды, которым не надо было долго осаждать село. Они забирали зерно, скот, людей, а под землей у жителей появлялся другой сценарий. Не победить в открытом бою, а исчезнуть. Увести детей, закрыть проходы, переждать. Поэтому за каждой дверью там должен был быть не секрет ради секрета, а функция. Где поставить животных, где хранить зерно, где взять воду, где дышать, если наверху чужие. Самое удивительное в таких подземных городах не глубина. Глубокую яму можно вырыть. Удивительно, что внутри можно было жить достаточно долго, чтобы это имело смысл. Для этого нужен воздух. И Каппадокия отвечала не легендой, а инженерией. Вентиляционные шахты уходили вверх, связывали уровни и тянули свежий воздух в нижние помещения. Человек в коридоре мог не видеть небо, но система все равно работала. Нужна вода, значит были колодцы, причем устроенные так, чтобы враг с поверхности не всегда мог легко отравить или перекрыть источник. Нужна еда, значит сухие прохладные камеры для зерна, вина, масла, солений. Нужны животные, значит стоило ближе к входам, чтобы скот не гнали глубоко и чтобы запах не шел через весь комплекс. Нужны кухни, но огонь под землей сразу выдает себя дымом, поэтому очаги и вентиляция должны были дружить, иначе убежище стало бы ловушкой. И, наконец, нужна оборона. Не стены с башнями, а каменные диски. Круглые двери из тяжелого камня могли перекатываться в проем и запирать тоннель изнутри. Снаружи это почти невозможно открыть быстро, особенно если проход узкий, а защитники знают каждый поворот. Просто удержите эту картину. Не крепость на холме, а крепость, которая притворилась пустой землей. Когда первые люди шли по этим ходам после случайного открытия, они видели не просто древние комнаты. Они видели порядок, который сложился вокруг опасности.
Узкий коридор заставляет идти по одному, поворот сбивает нападающего с темпа, низкий потолок не дает размахнуться оружием. Каменная дверь закрывает не весь город сразу, а отдельный участок, чтобы потеря одного прохода не означала конец для всех. Это мышление людей, которые заранее представляли худший день. Снаружи обычная деревня, внутри запасной мир. Деремкою не единственный подземный город Каппадокии. Рядом есть и другие комплексы, связанные с той же мягкой породой и той же привычкой прятать жизнь под поверхность. Но именно история с ремонтом делает его таким цепляющим. Археолог ожидает находку, хозяин дома ожидает закончить работу. Он не ищет город, рассчитанный на дыхание тысяч людей, на воду, скот, зерно и закрытые каменные двери. Он просто разбирает стену. И эта стена оказывается последней тонкой перегородкой между кухней 60-х годов и системой выживания, которую строили поколениями. После такого начинаешь иначе смотреть на любую старую дверь в подвале. Иногда она ведет не вниз, она ведет в чужой план спасения. А следующая дверь в нашем выпуске покажет уже не город под домом, а место, где за обычным входом пряталась совсем другая опасность. На чердаке больницы дверь открывается не в пустую комнату, а в чужой вокзал. Рядами стоят чемоданы. Кожаные, картонные, тканевые, с потемневшими ручками и металлическими застежками. На некоторых еще висят бирки с именами. И самое странное не в том, что их забыли. Странное в том, что они были аккуратно сохранены. В 90-е годы, когда психиатрический центр Уилларда в штате Нью-Йорк закрывали, за служебными дверями нашли сотни таких чемоданов. Они лежали десятилетиями, будто владельцы приехали вчера, прошли регистрацию и сейчас вернутся за багажом. Но владельцы не вернулись. Для многих эта дверь в больницу стала дверью в жизнь, из которой почти не выпускали. Уиллард открылся еще в 19 веке, когда большие государственные лечебницы считались ответом на бедность, болезнь и семейный стыд. Человека могли привезти поездом, каретой, позже машиной. С собой он брал самое простое – смену белья, щетку, обувь, письма, фотографии. Не сокровища. Нормальную жизнь, сложенную в прямоугольник. При входе вещи забирали на хранение, описывали, подписывали и убирали. Это выглядело разумно. В палатах тесно, имущество надо не потерять, порядок должен быть у каждого. Но вот первая трещина. Чемодан предполагает обратную дорогу. А здесь обратная дорога часто исчезала из расписания. Важно понять одну вещь. В такие учреждения попадали не только люди с тяжелыми приступами. В разные десятилетия туда отправляли тех, с кем семья, суд, бедный дом или местная медицина уже не справлялись. Депрессия, эпилепсия, старческая растерянность, последствия травмы, странное поведение, бедность, одиночество. Иногда диагноз говорил о болезни, иногда он говорил о страхе окружающих. Прием был похож на пересечение границы. Человека записывали, осматривали, распределяли по отделению. Его прежняя биография сжималась до строки в карте. Возраст, происхождение, жалобы, решение врача. А дальше начиналось главное, почти незаметное – время. Неделя превращалась в месяц, месяц в год, год в десятилетие. Большие больницы работали как отдельные города. Там были кухни, прачечные, фермы, мастерские, кладовые. Пациенты жили по расписанию и часто трудились внутри системы. Снаружи жизнь тоже двигалась. Родные переезжали, умирали, беднели, переставали писать. Адрес на бирке устаревал. Фамилия в документах оставалась, а человек постепенно становился частью учреждения. И вот на этом фоне чемодан становится почти опасной уликой. В нем не диагноз. В нем попытка быть собой до того, как тебя переименовали в пациента. Пара туфель говорит, куда человек собирался ходить. Бритвенный набор говорит, что он привык следить за лицом. Катушка ниток говорит, что кто-то умел чинить одежду, а не просто числился в палате. Когда музейные специалисты начали разбирать эти вещи, история перестала быть общей. Оказалось, что каждый чемодан спорит с больничной тишиной по-своему. В одном могли лежать аккуратно сложенные платья, в другом – инструменты человека, который работал руками. Где-то были открытки, расчески, баночки, молитвенники, очки, чулки, фотографии людей, чьи лица уже никто не мог назвать уверенно. И вот здесь становится неуютно. Медицинская карта часто объясняла, почему человек оказался внутри, но чемодан показывал, кем он был до двери. Карта могла сказать «беспокойный», «замкнутый», «нуждается в наблюдении», а рядом лежала щетка для одежды, тщательно вычищенная обувь и письма, которые кто-то хранил не просто так. Это не отменяет болезни, не делает врачей злодеями из дешевого фильма. Система была сложнее и холоднее.
В те годы государство действительно пыталось содержать людей, которых раньше могли бросить в тюрьму, бедный дом или на милость семьи. Но большая лечебница легко превращалась в место, где человека можно было потерять без громкого скандала. Не за одну ночь. Потихоньку. Сначала забрали чемодан, чтобы сохранить. Потом исчезла причина возвращать его. Потом умер тот, кто мог спросить. А потом на чердаке осталась кожа, пыль и бирка с именем. Самый сильный момент в этой находке не в количестве чемоданов, хотя сотни забытых багажей сами по себе звучат невероятно. Сильнее другое. Их не растащили, не выбросили, не сожгли вместе с ненужной мебелью. Кто-то в больничной системе годами продолжал хранить эти вещи, даже когда надежда на возвращение стала почти формальностью. Это похоже на странную смесь заботы и равнодушия. Вещь берегли лучше, чем историю владельца. После закрытия Уилларда часть чемоданов стала музейной коллекцией. Исследователи начали сопоставлять предметы с документами, и перед ними появились не призраки из страшной больницы, а люди с профессиями, привычками, вкусом, ошибками, родственниками, несбывшимися планами. Именно поэтому эта история так цепляет. Она не пугает криком, она задает простой вопрос: сколько нужно времени, чтобы общество перестало ждать человека обратно? В 20 веке Америка постепенно уходила от огромных закрытых лечебниц, но последствия этой системы остались в архивах, зданиях и в таких вот чемоданах. Открываешь застежку, видишь щетку, пару туфель, фотографию и понимаешь, иногда дверь скрывает не чудовище и не клад, иногда за ней лежит вся жизнь, которую просто убрали на хранение. Следующая дверь будет другой, но ощущение останется тем же. Обычная вещь вдруг начинает говорить слишком много. Иногда самое странное, что можно найти за закрытой дверью, это не тайник и не разрушение, а порядок. Сотрудник пантеона открывает служебный проход, куда обычный посетитель никогда не попадет, и видит ни граффити, ни мусор, ни следы вандалов. Там стоит деревянный стол. На нем аккуратно разложены инструменты, рядом лампы, провода, банки с мелкими деталями и старый часовой механизм, который десятилетиями молчал. Выглядит так, будто за ним кто-то терпеливо ухаживал. Вот это и есть наш шестой дверной парадокс. Государственный памятник, закрытая зона, строгие правила доступа, а внутри неизвестные люди годами делают то, чего официальные хозяева здания никак не доводили до конца. Парижский пантеон снаружи выглядит как место, где все должно быть под контролем. Камень, купол, туристы, охрана, расписание. Но у больших исторических зданий есть другой слой. Служебные лестницы, чердаки, технические ниши, проходы для ремонта, двери без красивых табличек. Там не водят экскурсии. Там здание стареет без зрителей. И где-то в этом внутреннем мире пантеона стояли башенные часы. Они были не просто украшением. Такие часы — это маленькая машина времени в буквальном смысле. Груз тянет механизм вниз, шестерни передают усилия, спуск не дает всему раскрутиться сразу, стрелки медленно делают свою работу. Если один узел изношен, молчит вся система. И вот вопрос. Если машина молчит десятилетиями, а все вокруг привыкли, что она молчит, считается ли она еще частью живого памятника? Люди, которые взялись за эти часы, были не случайными подростками с фонариками. Речь шла о парижской группе городских исследователей, известной как Унтергунтер, частью более широкой среды, которую часто связывают с UX. Они изучали закрытые пространства города и относились к ним не как к декорациям для риска, а как к забытым участкам общего наследия. Звучит красиво, но важно не увлечься. Без разрешения это все равно проникновение, даже если у тебя в сумке не лом, а отвертка. Их цель в пантеоне была почти абсурдно вежливой. Не украсть, не испортить, не оставить подпись. Они хотели вернуть к жизни часы. Для этого мало прийти на одну ночь. Башенные часы нельзя починить рывком, как заменить батарейку в пульте. Нужно понять, чего не хватает, что заржавело, где металл стерся, какие детали можно чистить, а какие лучше не трогать. Нужен свет, стол, инструменты, время и человек, который слышит механику. В истории фигурирует часовщик Жан-Батист Виот, и именно эта деталь меняет тон рассказа. Перед нами не просто лазейка в режимном здании, перед нами тайная реставрационная мастерская внутри государственного памятника. Они приносили оборудование, устраивали рабочее место, поднимались по узким лестницам, уходили до того, как их заметят. Представьте не погоню, а рутину. Кто-то держит фонарь, кто-то снимает старую деталь, кто-то смотрит, чтобы дверь снова закрылась, как была. Самое нервное здесь не шум, самое нервное здесь тишина. И вот здесь история становится неуютной, потому что часы действительно начали оживать. Не в сказочном смысле, а в самом земном.
Шестерня входит в зацепление, груз снова дает ровное усилие. Маятник получает свой ритм, стрелки больше не являются мертвой бутафорией. Для реставратора это момент радости, для юриста – начало головной боли. Кому принадлежит право заботиться о вещи, если вещь принадлежит государству? Можно ли быть виновным, если ты ничего не украл и даже сделал лучше? Закон отвечает довольно холодно. Доступ, разрешение, ответственность. Исторический объект не становится ничейным только потому, что о нем забыли. Если после тайного ремонта механизм упадет, сломает деталь, устроит пожар от самодельной проводки или повредит перекрытие, отвечать будет не романтическая идея, а конкретные люди и учреждения. В этом и был узел конфликта. Группа видела заброшенную обязанность, администрация видела нарушение границы. Когда мастерскую обнаружили, абсурд ситуации стал почти театральным. За потайной дверью были не бутылки и не взломанные шкафы. Там была аккуратная зона труда, чистые инструменты, следы ремонта. Вещи, которые обычно доказывают заботу, внезапно стали доказательствами незаконного присутствия. Дальше история вышла из каменных коридоров в суд. Участников обвиняли не за порчу часов, потому что порчи как раз не было. Смысл дела крутился вокруг незаконного доступа и права распоряжаться памятником. По доступным описаниям, суд в итоге не наказал реставраторов так, как могла ожидать администрация. Но победой это тоже трудно назвать. Часы починили, однако сама дверь между заботой и законом захлопнулась громко. В этой истории легко выбрать удобную сторону. Можно сказать, молодцы, спасли то, что чиновники бросили. Можно сказать иначе, нельзя превращать памятник в личную мастерскую, даже с лучшими намерениями. Но настоящий интерес как раз между этими двумя фразами. Башенные часы требуют постоянства. Их надо заводить, чистить, регулировать, проверять после перепадов температуры. Историческое здание тоже требует постоянства. Оно не держится только на табличке «Охраняется государством». Оно держится на людях, которые знают, где скрипит дверь, где сыреет стена, где механизм давно не слышал человеческих рук. Унтер-Гунтер ударили по больному месту современного города. В Париже полно объектов, которые вроде бы принадлежат всем, но на практике спрятаны за замками, бюджетами и очередями согласований. И иногда человек с ключом оказывается менее внимательным, чем человек без ключа. Но это не делает второму право автоматически, потому что забота без разрешения легко превращается в опасный прецедент. Сегодня кто-то чинит часы, завтра кто-то решит, что он лучше знает, как менять проводку, укреплять балку или очищать фреску. Разница между спасением и ущербом может быть тоньше, чем кажется в красивом пересказе. Поэтому тайная дверь в пантеоне ведет не только к механизму, она ведет к неудобному вопросу. Что делать с наследием, когда закон его охраняет, но живые руки до него не доходят? Ответа, который устроит всех, здесь нет. Есть только старые часы, деревянный стол и люди, которые слишком аккуратно нарушили правила. А за следующей дверью нас ждет уже не мастерская, а находка, где тишина была совсем другого рода. Иногда самая странная дверь выглядит не как дверь. Это просто кусок стены, который мешает ремонту. Человек берет инструмент, оббивает старую кладку и ждет увидеть пустоту для новой полки, соседнюю комнату или обычную хозяйственную нишу. А вместо этого фонарь проваливается в темноту. Ни в щель, ни в погреб, в проход, который уходит дальше, чем должен уходить любой дом. Так, по местному рассказу, в начале 60-х в Деренкую обычная домашняя работа привела к тому, что за стеной обнаружился вход в подземный город. Эту деталь важно держать осторожно, потому что история открытия ходит в разных пересказах, но сама картина слишком точная, чтобы ее забыть. Каппадокия, пыльный дом, теплый свет на свежем проломе, и за ним не кладовая, а узкий коридор в мягком камне. Сначала это даже не похоже на находку века, скорее на неприятность. Кто вырубил ход под домом? Куда он ведет? Безопасно ли туда лезть? И почему стены вокруг выглядят не как природная пещера, а как место, где люди долго и терпеливо работали руками? Здесь начинается 7-я дверь нашего выпуска. И она не открывается наружу, она открывается вниз. Первый шаг туда меняет масштаб. В доме еще пахнет пылью и звездкой, а через пару метров уже чувствуешь другую логику пространства. Коридор не широкий, потолок давит, стены шершавые, но ровные. Их не вымыла вода, их вырезали. И это становится главным ключом к Деренкую. Каппадокийский туф мягкий, пока его трогаешь инструментом, но достаточно прочный, когда он остается в толще земли. Для людей, живших среди скал и конусов этой местности, подземелье не было чудом. Это был материал под ногами. Его можно было резать, расширять, превращать в комнаты, стойла, склады и переходы.
Подземный город не копали как шахту ради руды. Его выстраивали как убежище, где можно переждать опасность. На поверхности проходили набеги, менялись хозяева дорог, приходили вооруженные отряды. А внизу у дома начинался другой порядок. Туда можно было увезти семью, животных, зерно, воду, самое нужное. Но просто вырыть яму мало. В яме кончается воздух, скапливается дым, люди мешают друг другу, и паника убивает быстрее врага. Поэтому Деринкую поражает не глубиной самой по себе, пугает другое. Он устроен так, будто страх там давно стал архитектурой. Чтобы такой город работал, ему нужен не миф, а дисциплина. Воздух приходил через вентиляционные шахты, длинные вертикальные каналы, которые связывали уровни с поверхностью. Снаружи ты мог увидеть почти ничего, а внизу люди дышали. Дым от очагов уходил никуда попало, пищу готовили в местах, где это не превращало укрытие в ловушку. Припасы держали в нишах и комнатах, где прохлада помогала хранить еду. Животных размещали ближе к входам, потому что корову или козу невозможно тихо вести по каждому узкому лазу. Дальше шли жилые помещения, кладовые, проходы между этажами. И вот здесь становится неуютно. В коридорах стояли каменные двери. Огромные круглые диски из камня можно было перекатить поперек прохода изнутри. Снаружи такую пробку выбить трудно, особенно если нападающий стоит согнувшись в узком тоннеле и не понимает, что ждет за поворотом. У защитников было преимущество не в силе, а в форме пространства. Узкий ход замедляет толпу. Поворот ломает обзор. Низкий потолок заставляет наклониться. Каждый метр как будто говорит чужому человеку: «Ты здесь лишний». И чем глубже спускаешься, тем яснее, что это был не тайный дворец. Это была машина для ожидания. Самое сильное в Деринкую не то, что он уходил на много уровней вниз. Сильнее мысль, что человек мог жить над ним и долго не знать всего масштаба. Под полом, за стеной, рядом с привычной комнатой лежала система, рассчитанная на 1000 шагов в темноте. Там были развилки, колодцы, места для хранения, стойла, кухни, переходы к другим участкам подземного мира. В таких убежищах важна каждая мелочь. Где поставить животных, чтобы они не отрезали путь людям? Где держать зерно, чтобы его не испортила сырость? Как закрыть вход, но оставить воздух? Как провести ребенка вниз так, чтобы он не потерялся в коридоре, где два поворота похожи один на другой? Поэтому Деринкую не стоит объяснять как загадку ради загадки. Он понятнее и страшнее, если видеть в нем ответ на простой вопрос. Что строят люди, когда опасность возвращается не один раз, а поколениями? Они не строят одну толстую дверь. Они строят целый мир за этой дверью. И начинается он иногда с ремонта, с удара по стене, с желтого пятна фонаря на камне. Сверху дом, за стеной город, а между ними тонкий слой пыли. Они пришли к медицинскому колледжу не за президентской тайной. Семья искала тело молодого знакомого, недавно украденное из могилы. Обычный страшный поиск для того времени. Кладбище, сторожа, слухи, потом след к анатомическому корпусу. Но за дверью их ждал не тот человек. В холодной комнате среди учебных столов и деревянных ящиков нашли подвешенное тело пожилого мужчины. Его узнали почти сразу. Это был Джон Скотт Харрисон, бывший конгрессмен из Огайо, сын президента и отец будущего президента США. Вот где история делает неприятный поворот. В 1878 году тело уважаемого человека украли не ради выкупа и не ради мести. Его продали туда, где молодые врачи учились резать человеческое тело правильно. Звучит как исключение, но для Америки XIX века это было частью системы, которую все осуждали вслух и терпели молча. Врачу нужно было знать анатомию не по картинке. Студентам нужны были настоящие тела. Законных тел почти не хватало, и между могилой и лекционной аудиторией появился ночной рынок. Просто удержите эту картину. Мокрая улица в Цинциннати, газовые фонари, дверь в подвал. Люди входят туда с надеждой найти одного покойника, а обнаруживают человека, чья фамилия скоро снова окажется в Белом доме. До этой двери была другая дверь, гораздо тише. Дверца семейного склепа, свежая земля, следы лопат. Ощущение, что похороны почему-то не закончились. В XIX веке люди боялись не только смерти, они боялись второго исчезновения. После похорон родственники могли нанять ночного сторожа, поставить тяжелую плиту, заказать железную клетку над могилой или устроить дежурство на несколько ночей. Не от суеверия, от практики. Тело ценилось. Медицинские школы росли, студентов становилось больше, а закон обычно разрешал брать для вскрытия очень узкий круг покойных. Казненных преступников, иногда невостребованные тела бедняков.
Этого не хватало. А преподаватель анатомии не мог сказать классу «сегодня учимся по воображению». Тогда появлялись люди, которых называли похитителями тел, воскресителями, ночными работниками. Они знали, где свежая могила, знали, сколько времени нужно земле осесть, знали, как открыть гроб так, чтобы забрать тело, а украшения и одежду оставить, потому что кража имущества была опаснее в суде, чем кража самого тела. И вот здесь становится неуютно. Страх семьи был неиррациональным. За кладбищенской оградой действительно работала логистика. Лопаты, телеги, задние входы, наличные деньги и молчание людей, которым очень нужны были учебные препараты. С Джоном Скоттом Харрисоном все должно было быть безопаснее. Он умер на семейной ферме в Огайо, был похоронен рядом с родными, и близкие понимали, что вокруг уже ходят разговоры о похитителях. По газетным сообщениям могилу даже старались защитить, но защита оказалась слабее рынка. Когда вскоре после похорон исчезло тело молодого человека из соседней истории семьи, поиски вывели в Ohio Medical College в Цинциннати. Это был не притон на окраине, а медицинское учебное заведение. Кирпич, аудитории, будущие врачи, аккуратные инструменты. Тем страшнее выглядело то, что нашли внутри. Люди шли проверять одно подозрение, открывали помещение, заглядывали туда, куда посторонним обычно не положено. Холодная комната, стол, ящики. Запах химикатов и сырости, который в таких местах цеплялся к одежде. И затем взгляд поднимается выше. Не молодой пропавший, пожилой мужчина. Тело подвешено для хранения или подготовки к занятию. Лицо узнаваемое. В этот момент вся удобная логика рушилась. Если похитители добрались до бывшего конгрессмена, значит ни фамилия, ни уважение, ни свежая семейная скорбь не были настоящей защитой. Газеты получили историю, от которой невозможно было отмахнуться. Анатомический класс оказался связан с украденной могилой политической семьи. И вопрос стал громче прежнего. Кто именно виноват? Ночной вор? Покупатель? Преподаватель? Закон, который делал вид, что телам неоткуда взяться. Скандал был так силен не потому, что люди впервые узнали о боди-снетчинге. Они знали. Именно поэтому охраняли могилы, спорили с кладбищенскими служителями и прислушивались к каждому ночному скрипу у ограды. Но одно дело, когда исчезает безымянный бедняк, которого система предпочитает не замечать, и другое, когда в анатомическом корпусе находят отца Бенджамина Харрисона, будущего президента. Газетная шумиха вытолкнула наружу то, что медицина пыталась решить полулегально. Обществу нужны были обученные хирурги. Семьям нужна была уверенность, что похороны действительно последние. Эти две потребности сталкивались у одной и той же двери. Постепенно штаты начали менять правила, расширять законные источники тел для медицинского обучения, передавать невостребованные тела через официальные процедуры, снижать зависимость школ от ночных поставщиков. Это не сделало историю чистой сразу. Бедность еще долго означала, что тело человека после смерти защищено хуже, но скандалы вроде дела Харрисона давили на закон сильнее любой лекции. Они показывали простую вещь. Если государство требует хороших врачей, оно не может закрывать глаза на то, как эти врачи учатся. Глава 8 в нашем выпуске не про монстра за дверью. За этой дверью была система, которой не хватало честного входа. А следующая дверь снова докажет. Иногда самое невозможное прячется не в подземелье, а в обычном учреждении с табличкой на фасаде. Иногда дверь опасна не потому, что заперта, а потому что она открывается не в ту сторону. Просто удержите эту картину. Детский праздник закончился, внизу обещают подарки, и сотни детей одновременно вскакивают с мест. Для них это не тревога, не пожар, не бегство. Это радость. Быстрее вниз, к лестнице, к маленькому призу в руке. И где-то внизу уже ждет обычная деревянная дверь. Не чудовище, не ловушка из романа. Просто дверь, поставленная так, что поток людей не мог с ней договориться. Это был Виктория Холл в Сандерленде, лето 1883 года. Большой зал, афиши детского представления, галерея наверху, лестница вниз. Такие места строили для публики, для музыки, фокусов, смеха, воскресных выходов. Взрослые приводили туда детей, потому что это казалось безопасным городским развлечением. И вот здесь важно не перепрыгнуть сразу к беде. В тот день почти все началось правильно. Представление закончилось, публика оживилась, дети услышали, что внизу раздают подарки. Можно понять их движение. Ребенок не оценивает ширину прохода и не думает о створке двери. Он видит, что впереди бегут другие, значит, надо не отстать.
Самая страшная часть этой истории в том, что в первые секунды никто не делает ничего злого. Никто не хочет давить, никто не понимает, что лестница уже стала механизмом. Каждый следующий шаг сверху добавляет вес тем, кто оказался ниже. Лестница в общественном здании кажется простой вещью, пока по ней идут по одному. Но когда по ней движется толпа, она ведет себя почти как труба с водой. Сверху все еще есть место. Дети подталкивают друг друга, смеются, торопятся. Посередине уже тесно. Внизу человек останавливается на долю секунды, и вся масса позади продолжает идти. В Виктория-холле узкое место ждало как раз внизу. По газетным описаниям того времени, выход был ограничен дверью или створкой, которая не открывала проход полностью. Часто эту историю пересказывают через фразу, что дверь открывалась внутрь. В деталях устройства есть споры, но суть не меняется. Путь вниз не выпускал поток свободно. А это главное. Когда дверь должна отойти наружу, толпа своим давлением помогает ей открыться. Когда створка требует места внутри, люди сами становятся тем препятствием, которое не дает ее распахнуть. Очень маленькая геометрия. Несколько дюймов, засов, край створки, узкая щель, и вдруг это уже не плотницкая мелочь, а вопрос, кто сможет вдохнуть. Внизу первые дети уперлись в преграду. За ними подходили новые. Те, кто наверху, еще не видел, что произошло. Они слышали шум и думали, что очередь просто медленно идет к подаркам. В таких ситуациях опасность почти не передается назад. Крик тонет в общем гуле, а тело сзади чувствует только одно – впереди кто-то мешает пройти. И давит сильнее. В этой точке праздник перестал быть праздником, но здание еще выглядело тем же самым. Темное дерево, перила, лестничный поворот, нижняя площадка. Только движение изменилось, оно стало односторонним. Ребенок у двери уже не мог сделать шаг назад, потому что спина упиралась в тех, кто спускался следом. Тот, кто был на середине лестницы, не мог понять, почему поток остановился. Служители и взрослые начали пробираться к месту затора, но против детской массы в узком проходе это почти невозможно. Чтобы открыть такую пробку, нужен свободный доступ к самой точке сжатия, а ее как раз не было. Вот почему правила эвакуации потом так упрямо говорят о скучных вещах. Дверь должна открываться по ходу выхода, проем нельзя сужать, запоры должны сниматься быстро. Лестница не должна приводить людей в горлышко бутылки. Зал нельзя заполнять так, будто выходы существуют только на плане. Все это звучит как язык инспектора, пока не видишь лестницу Виктория-холла. Там стало ясно, толпа не равна сумме отдельных людей. С отдельным человеком можно поговорить, попросить его отойти, развернуться, подождать. С потоком на лестнице так не получится. Он не злой и не разумный, он просто продолжает двигаться, пока его не остановит пространство. И если пространство спроектировано плохо, оно останавливает людей телами других людей. Погибли 183 ребенка. Эта цифра до сих пор режет слух, потому что рядом с ней не стоит война или обвал шахты. Рядом стоит детское представление и обещание подарка. После таких трагедий общество обычно ищет виноватого человека. Это понятно, хочется найти того, кто сделал один неверный жест. Но здесь неудобный урок был шире. Опасность сидела в привычке считать выход второстепенной частью здания. Сцена важна, зал важен, билеты важны, а дверь где-нибудь внизу как-нибудь справится. Виктория-холл показал, что не справится. После Сандерленда стали внимательнее говорить о дверях, которые открываются наружу, о свободных проходах, о том, что публику надо не только впустить, но и выпустить. В разных городах правила менялись не мгновенно и не одинаково, но мысль уже нельзя было убрать обратно. Организатор отвечает не только за программу на сцене. Он отвечает за лестницу, за ключ, за засов, за человека у выхода, за то, не превращается ли очередь в давление. Это и есть рождение современной безопасности в общественных местах. Не один великий закон за ночь, а тяжелое понимание после конкретных потерь. Сегодня мы почти не замечаем, что двери в кинотеатрах, школах и залах часто толкаются наружу, не замечаем широкие проходы. Не благодарим аварийную ручку, которая открывает створку одним нажатием. И правильно, хорошая безопасность обычно невидима. Но у этой невидимости есть цена. В Сандерленде дверь перестали считать просто дверью. Она стала частью маршрута, частью ответственности, частью жизни. А следующая дверь в нашем выпуске напомнит, что иногда опасность прячется не в замке, а в том, кто уверен, что все уже проверил. Рабочий открывает подвальную дверь и ждет увидеть старый мусор. Может быть, битую посуду, сгнившие доски, вещи прежних жильцов. Дом ведь готовят к музею, а в таких местах всегда находятся мелочи, которые пережили хозяев. Но за дверью на Крейвен-стрит лежит не семейный хлам. В сырой земле и среди обломков появляются человеческие кости.
И не одна кость, не случайный череп, а сотни фрагментов. Часть из них распилена аккуратно, как учебный материал. Вот здесь обычная логика ломается. Потому что это дом в Лондоне, связанный с Бенджамином Франклином. Тем самым Франклином, которого обычно вспоминают с молнией, дипломатией и Америкой, а не с подвалом, где находят следы анатомической практики. В 1990-е годы здания на улице Крейвен-стрит приводили в порядок перед открытием музея. И чем глубже заглядывали под дом, тем меньше это походило на ремонт. Кости принадлежали взрослым и детям. Рядом попадались кости животных, стекло, керамика, следы разделки. Сначала легко подумать о тайне, преступлении, почти готическом сюжете. Но самая важная часть этой истории как раз в другом. Найденное не делает Франклина злодеем из подвала. Оно открывает дверь в мир, где медицина училась на человеческом теле буквально за стеной жилых комнат. Теперь удержите эту картину. Сверху обычный дом 18 века. Комнаты, лестница, гости, жильцы, разговоры о политике и науке. Франклин действительно жил здесь много лет, когда находился в Лондоне, но дом был не только его адресом. В нем жили и другие люди, и среди них был Уильям Хьюсон, молодой анатом, связанный с семьей хозяйки дома. Он занимался тем, что тогда было одновременно передовой наукой, ремеслом и опасной серой зоной. Чтобы научить врача, нельзя было ограничиться книгой. Надо было видеть, где проходит сосуд, как лежит нерв, как сустав держит руку. Ошибся в учебной комнате, потом ошибешься у живого человека. Но тел для обучения катастрофически не хватало. Закон давал анатомам очень мало легальных возможностей. В основном это были тела казненных преступников, и таких тел не могло хватить на растущий город, больницы и учеников. Возникает неприятный рынок. Кто-то покупает останки, кто-то приносит их ночью, кто-то делает вид, что не задает лишних вопросов. Частные анатомические школы появляются не как тайные секты, а как ответ на практическую нужду медицины. Плата за урок, стол, инструменты, свечи, ведра, запах извести и спирта. И подвал в такой системе был не декорацией страха. Он был местом, где прятали то, что общество одновременно требовало и не хотело видеть. И вот деталь, которая меняет тон всей находки. На костях заметили следы, похожие на учебную обработку. Распилы, отверстия, отдельные части, которые удобно показывать ученикам. Это не выглядело как беспорядочная яма после катастрофы, скорее как остатки занятий, где человеческое тело превращали в карту для будущих врачей. Звучит холодно, но для той эпохи это был один из немногих путей понять организм не по рисунку, а вживую. Уильям Хьюсон изучал кровь, лимфатическую систему, работу сосудов. Ему нужна была анатомия не как мрачное зрелище, а как точный инструмент. Только инструмент этот требовал материала, который общество добывало плохо и часто грязно. В этом и есть неуютная правда. Наука не всегда шла в чистом белом халате. Иногда она шла по черной лестнице, через заднюю дверь, через молчание соседей. В подвал могли спускать ящики. На стол клали фрагменты, рядом горели свечи. Ученик наклонялся ближе и записывал то, что нельзя было понять из лекции. Сверху в доме могли звучать шаги. Кто-то принимал гостей, кто-то закрывал дверь плотнее. И граница между нормальной городской жизнью и тем, что сегодня кажется невозможным, была толщиной в несколько кирпичей. Позже такие истории будут звучать почти как обвинения целой эпохи, и часть обвинения справедлива. Без ясных правил вокруг тел возникала торговля, страх, слухи о похитителях трупов, недоверие к врачам. Люди боялись не только смерти, но и того, что с телом сделают после. Но если смотреть только как на страшилку, мы потеряем главное. Подвал на Крейвен-стрит показывает момент, когда медицина уже хотела точности, а закон еще жил старыми представлениями. Врачи нуждались в знаниях, ученики платили за практику. Город производил больных быстрее, чем система успевала меняться. Поэтому анатомия оказалась рядом с жилой лестницей. Не в отдельном институте с пропусками и протоколами, а в доме, где могли снимать комнаты, спорить за ужином и спускаться вниз с лампой. Музейная версия этой находки осторожна. Кости связывают прежде всего с деятельностью Хьюсона и его анатомической школы, а не с личной тайной Франклина. И это важное уточнение. Настоящая история здесь не в том, что великий человек скрывал ужас. Настоящая история в том, что ранняя медицина сама жила в полутьме между пользой и нарушением. Дверь в подвал оказалась дверью не к кладу, а к цене знания. Следующая дверь будет тише на вид, но за ней тоже окажется вещь, которую никто не должен был найти. Иногда самая странная дверь в доме вообще не похожа на дверь. Это просто участок стены, который мешает ремонту, крошится под инструментом и сыплет на пол сухую охристую пыль.
По популярной версии, именно так в Каппадокии началась история Деренкую. Человек разбирал или чинил стену в своем доме и вдруг понял, что за камнем нет обычной кладовки. Там была пустота. Ни ниша для припасов, ни забытый подвал, а темный проход, уходящий вглубь. Вот здесь бытовая логика ломается. Ты живешь в деревне, знаешь свой двор, свой порог, свой дом, а потом за стеной оказывается узкий лаз, где воздух холоднее, чем в комнате, и звук шага пропадает куда-то вниз. Сначала это могло выглядеть как случайная полость в мягком камне. В Каппадокии такое не удивляет. Здешний туф режется легче, чем обычная скала, и люди веками выбивали в нем комнаты, кладовые, голубятни, церкви. Но проход не закончился через пару метров. Он повернул. Потом еще раз. И стал частью системы, в которой человек уже не ремонтирует дом, а стоит на пороге города, спрятанного под землей. Важно сразу сказать честно. Детали самой находки в пересказах расходятся, и эту версию перед публикацией стоит проверять по местной истории. Но сама суть открытия не теряет силы. За домашней стеной нашли не тайник, нашли вход в пространство, рассчитанное на долгую жизнь в страхе. Чтобы понять, почему там вообще мог появиться город, нужно посмотреть не вниз, а вокруг. Каппадокия выглядит мягкой, почти лунной, но для человека прошлого это была удобная и тревожная земля одновременно. Вулканический туф позволял копать без железобетона и взрывов. Его можно было расширять комнату за комнатой, оставляя своды и столбы прямо в породе. Снаружи же равнины Анатолии веками видели армии, набеги, смену власти и дороги, по которым приходили не только торговцы. Подземный город не был красивой причудой, это была страховка. Наверху люди пахали, держали скот, готовили еду, растили детей. Но если появлялась опасность, можно было исчезнуть. Не в лес, которого рядом может и не быть, не за крепостную стену, которую видно издалека, а вниз, в сеть ходов, где каждый поворот работает против чужака. Деренкую часто называют многоуровневым подземным городом, и это не образ. Там были жилые помещения, стойла, склады, места для приготовления пищи, винодельни, колодцы и проходы, которые связывали уровни между собой. Самое сильное в этой системе не размер, а расчет. Если ты прячешься на час, тебе нужен только темный угол. Если на дни или недели, нужны вода, воздух, еда, животные, порядок и возможность закрыть вход так, чтобы враг не ворвался следом. Под землей нельзя импровизировать бесконечно. Там любая ошибка быстро становится общей проблемой. И вот здесь начинается настоящая инженерия. Подземный город должен дышать, иначе он превращается в ловушку быстрее, чем в убежище. В Каппадокии для этого делали вентиляционные шахты. Некоторые уходили глубоко вниз и работали как вертикальные легкие всей системы. Воздух двигался по перепадам температуры и давления, а люди получали шанс сидеть под землей не несколько минут, а намного дольше. Колодцы тоже были продуманы осторожно. Часть воды можно было брать изнутри, не выходя наверх, а это уже вопрос выживания. Представьте себе не героическую сцену, а очень практичную. Внизу стоят сосуды с зерном, рядом животные, в отдельном месте готовят пищу, дым не должен выдать убежище, а дети не должны потеряться в ходах. Узкие коридоры здесь не ошибка, они заставляют чужого человека идти медленно, по одному, согнувшись. А в нужных местах стояли круглые каменные двери. Это огромные диски из камня, похожие на жернова, которые можно было перекатить поперек прохода изнутри. Снаружи такую дверь почти невозможно сдвинуть, если не знаешь, как она устроена. В ней могло быть отверстие для наблюдения или удара копьем. Просто, грубо и очень умно. Подземный город защищался не башнями, а геометрией. Поворот, сужение, дверь и еще один уровень вниз. Захватчик терял скорость, житель выигрывал время. А иногда именно время и было всей победой. Самое неуютное в Деренкую не то, что он большой, не размеры цепляют сильнее всего. Цепляет мысль, что этот город был сделан людьми, которые заранее знали, однажды придется бросить дневной свет и уйти под пол собственного мира. Они не просто вырыли пещеры, они построили запасную жизнь. В стойлах мог мычать скот, в кладовых лежали мешки, в нишах стояли сосуды, по шахтам шел воздух, а где-то наверху, возможно, чужие люди проходили мимо пустых домов и не понимали, что деревня не исчезла. Она стала ниже. Когда такие места открывают заново, возникает соблазн сказать: вот сенсация, человек проломил стену и нашел невозможное. Но ценнее другой вопрос. Сколько поколений должно было привыкнуть к опасности, чтобы убежище стало таким продуманным? Сколько рук расширяло коридоры, проверяло воздух, катило каменные диски, выбирало, где хранить зерно, а где держать животных? Подземные города Каппадокии напоминают:
Иногда архитектура рождается не из желания удивить, а из желания пережить еще одну ночь. Дом наверху мог быть скромным, почти незаметным, зато за его стеной начиналась машина укрытия, вырезанная прямо в земле. И в этом вся странность 11-й двери нашего выпуска. Она открылась не в комнату, она открылась в план побега для целого народа. А следующая дверь будет еще тише на вид, пока не узнаешь, что именно за ней прятали. На Белом острове нашли дверь, которая не обещала ничего особенного. Низкая каменная хижина, снег у порога, ржавые банки рядом, куски старой ткани, примерзшие к земле. Но когда люди заглянули внутрь, стало неуютно. Лагерь выглядел так, будто хозяева вышли на минуту и сейчас вернутся. Только эта минута длилась 33 года. За этой дверью лежал ответ на исчезновение 3 человек, которые в 1897 году попытались долететь до Северного полюса на водородном шаре. Не на самолете, не на дирижабле, на огромном шаре с корзиной, веревками и надеждой, что ветер окажется союзником. Их звали Соломон Август Андре, Нильс Стриндберг и Кнут Френкель. Для Европы того времени это звучало почти разумно. Воздушный шар уже умел подниматься высоко, лед был опасен для саней и кораблей, а с неба путь к полюсу казался короче. Вот здесь и прячется первая ошибка. Шар не шел туда, куда хотелось человеку, он шел туда, куда его нес воздух. Андре придумал управлять им с помощью длинных волочащихся канатов, которые должны были тормозить шар и чуть менять направление. На бумаге идея выглядела красиво. В Арктике бумага быстро уступает место мокрому снегу, льду и ветру. Стартовали они с острова Дачан в июле. В корзине были припасы, оружие, приборы, спальные мешки, лодка, сани, дневники и фотоаппарат. Последняя деталь важнее, чем кажется. Стринберг снимал путь, будто понимал, если они пропадут, кадры смогут договорить за них. Первые часы шар еще был мечтой. Он поднялся над водой, ушел от берега, и люди внизу видели, как белая оболочка медленно уходит в туман. Потом началась настоящая Арктика. Канаты намокли, часть их потерялась, шар стал тяжелее, управление почти исчезло. Водород уходил, ледяная корка тянула оболочку вниз. Через несколько дней полета экспедиция уже не летела к полюсу. Она боролась за посадку. Корзина скребла по льду, шар дергала, вещи били по бортам. Можно представить самый неприятный звук в этой сцене. Не гром катастрофы, а долгий хрип тканей и веревок, когда техника еще не сломалась окончательно, но уже не слушается. Они оказались на дрейфующем льду. Вокруг белая равнина, под ногами не земля, а медленная движущаяся плита. До ближайшего понятного спасения далеко, и теперь им надо было тащить груз самим. Лодку, сани, ящики, продукты, приборы – все, что в небе казалось запасом безопасности, на льду стало весом, который съедал силы. Дальше история долго была не историей, а пустым местом на карте. Семьи ждали. Газеты строили версии. Поисковые партии смотрели не туда, потому что лед сам переносил следы. Это важно понять. В Арктике человек может идти на восток, а льдина под ним в это время уходит в другую сторону. Дневник показывает путь ног, но настоящий путь рисует море. Андрей и его спутники пытались выбраться к суше, охотились на белых медведей и тюленей, экономили еду, чинили снаряжение, спорили с холодом каждый день. Они писали не для красивой книги, а потому что запись держит порядок, когда вокруг все разваливается. Какая погода, куда двинулись, что съели, что сломалось. Такие строки потом становятся почти голосом. Осенью они добрались до Квитои, того самого Белого острова. Там поставили лагерь у камней. Низкая хижина из подручного материала не была домом, скорее последней попыткой сделать стену между человеком и ветром. А потом записи оборвались. Причина смерти до конца не закрыта. Говорили о холоде, истощении, болезни, испорченном мясе, даже о ядах, которые могли попасть в организм. Уверенно можно сказать одно – они не исчезли в одну секунду. Их исчезновение было медленным, бытовым и очень тяжелым. Шаг, перенос ящика, мокрая рукавица, снова шаг. И однажды дверь уже некому было открыть изнутри. В 1930 году на Квитою пришло промысловое судно «Братвак». Люди высадились не за тайной, а по делу. Охота, работа, осмотр берега. И вдруг среди камней появились вещи, которым там было не место. Лодка, сани, остатки одежды, банки, кости. Потом дневники, потом пленка.
Вот это и было настоящим открытием двери. Не один большой ответ, а сотня маленьких предметов, которые совпали между собой. Записи рассказали, где шар сел на лед. Вещи показали, что они пытались не просто выжить, а продолжать маршрут. Фотопленки, пролежавшие десятилетия в холоде, удалось частично проявить. На снимках появились лица, лагерь, шар, сани, белое пространство вокруг. Не легенда, люди. Холод сохранил то, что в другом месте давно бы сгнило. Поэтому находка на Белом острове стала редким случаем, когда пропавшая экспедиция вернулась не рассказом чужих людей, а своими заметками и кадрами. И в этом есть странная честность. Романтика полета к полюсу закончилась ржавой банкой у промерзшей двери. Но именно эта банка, дневник и засвеченный кадр сделали историю точной. Глава 12 в нашем выпуске не про чудовище за дверью. Она про дверь, за которой 33 года ждали доказательства. Следующая дверь будет уже не ледяной, но спокойнее от этого не станет. На чердаке стоял не один загадочный чемодан. Их были сотни. Серые, коричневые, потертые, с бирками на ручках. Будто хозяева просто вышли на минуту и должны вернуться за багажом. Только возвращаться было некому. Многие из этих людей уже десятилетиями лежали на больничном кладбище, где вместо полноценной памяти оставались номера, короткие отметки и редкие фамилии. Просто удержите эту картину. Тихий чердак старой психиатрической больницы в штате Нью-Йорк. Деревянные балки, пыль, ряды закрытых чемоданов. Внутри не золото и не секретные документы. Там платья, щетки, очки, письма, фотографии, туфли, бритвенные принадлежности, нитки, молитвенники. Самые обычные вещи, от которых почему-то становятся не по себе. Это Уиллард, большая государственная лечебница, куда людей привозили не на пару дней. Для многих дорога туда становилась дорогой в один конец. Человек приезжал с чемоданом, проходил прием, его вещи описывали, убирали на хранение, а дальше начиналась жизнь по больничному расписанию. Палата, столовая, работа по хозяйству, осмотры, правила. И годы. В нормальной логике чемодан нужен, чтобы уехать. Здесь он часто становился последним доказательством, что до диагноза был человек. У него были любимые туфли, у нее была расческа. Кто-то хранил письмо, кто-то аккуратно сложил платье так, будто завтра наденет его снова. В 90-е, когда Уиллард уже закрывали, эти чемоданы перестали быть частью больничного склада и вдруг стали вопросом. Почему их не выбросили? Почему они лежали так долго? И почему у сотен людей личная жизнь оказалась заперта под крышей учреждения, о котором за воротами старались не думать? Важно понять одну вещь. Большие американские лечебницы 20 века работали как отдельные города. Там были кухни, прачечные, мастерские, фермы, склады, бухгалтерия, кладбища. Государство брало человека под надзор почти полностью. Оно кормило, лечило, одевало, распределяло работу и решало, когда он может выйти, если вообще может. Прием в такое место был похож не на драматичную сцену из фильма, а на процедуру. Человека привозили родственники, полиция, социальные службы или врачи. Его регистрировали, составляли медицинскую карточку, личные вещи отделяли от тела и превращали в имущество на хранение. Чемодан становился строкой учета. Рубашка, пара обуви, очки, письма. Снаружи это выглядело разумно. В палате лишние вещи могли потеряться, сломаться, стать предметом споров. Администрации проще было убрать багаж в складское место и выдать при выписке. Но вся страшная сила этой системы открывалась позже. Если выписки не случалось, чемодан тоже оставался. Год, потом еще год. Потом менялись сотрудники, менялись правила, менялись медицинские слова, а бирка на ручке все еще держалась. И вот здесь история перестает быть просто странной находкой. Медицинская карточка часто сжимала человека до диагноза, поведения и даты поступления. Там было важно, спал ли он, спорил ли с персоналом, мог ли работать, требовал ли ухода. Вещи рассказывали другое. Не вместо документов, а рядом с ними. И иногда честнее. Открываешь чемодан и видишь не пациента номер такой-то, а человека, который собирался выглядеть прилично. Чистая рубашка, носовой платок, фотография, где кто-то еще улыбается, без знания, чем все закончится. Маленький набор для шитья, очки в футляре, письма, которые могли быть последней нитью с домом. Музейная работа с такими вещами требует почти противоположного движения по сравнению с больничным учетом. Больница упрощала жизнь человека до управляемой записи. Музей пытается вернуть сложность. Сотрудники и исследователи сверяют бирки, карточки, переписи, семейные следы, газетные упоминания. Не чтобы сделать красивую легенду, а чтобы понять, кем человек был до того, как учреждение закрыло за ним дверь.
И это не отменяет медицины. Среди пациентов были люди с тяжелыми состояниями, которым действительно нужна была помощь. Но система того времени часто не умела отделять лечение от изоляции. Бедность, старость, инвалидность, конфликт с семьей, странное поведение, травма после переезда или войны могли привести человека туда, откуда выбраться было почти невозможно. Большая лечебница принимала проблему общества и прятала ее за территорией с воротами. Самый сильный момент в этой истории не в том, что чемоданы нашли, а в том, что их не открыли как реквизит для страшной экскурсии. Их начали разбирать как личные архивы. Медленно, в перчатках, с описью, с уважением к чужой частной жизни, даже если хозяина уже давно нет. Представьте один такой стол. На нем лежит чемодан, который молчал полвека или больше. Замок поддается, крышка поднимается с сухим скрипом. Внутри вещи не хаотично брошены, а уложены руками человека, который еще имел планы. Он мог думать, что берет с собой самое нужное, что это временно, что потом все вернут. Здесь и появляется главный поворот. Личная вещь иногда переживает не только владельца, но и язык, которым его описывали. Диагноз может устареть, больничная формулировка может звучать сегодня грубо и неточно, а щетка для волос остается щеткой, пара туфель остается парой туфель. Они не объясняют всю жизнь, но не дают свести ее к одной строке. Коллекция чемоданов Уилларда важна именно поэтому. Она показывает, как аккуратная государственная система могла незаметно стирать биографии. Не из злобы одного человека, а через порядок, склад, карточку, палату и очень долгий срок. А потом музей делает обратную работу. Достает из тишины имя, профессию, привычку, почерк, фотографию. Глава 13 в нашем выпуске не про призраков на чердаке. Она про дверь, за которой лежал багаж тех, кого почти перестали ждать. И когда такую дверь открывают, страшнее всего звучит не крик, а тихий вопрос: кто должен был вернуть им чемоданы? Полицейские спустились под Париж не за сенсацией. Обычная проверка, фонари, сырой камень, проходы, где легко потерять направление даже тому, кто пришел не впервые. Они открывают очередной ход и видят не тайник с оружием, не заброшенный склад, не граффити на стене. Перед ними стоит кинозал. Несколько десятков мест, экран, проектор, провода, аккуратно протянутые по стенам, и рядом барная стойка с бутылками, как будто люди только что досмотрели фильм и вышли покурить наверх. Вот здесь мозг делает маленькую ошибку. Подземелье должно быть пустым, опасным, незаконченным. А тут все слишком спокойно, слишком обжито, слишком похоже на районный клуб, который просто по какой-то причине оказался под землей. Дело было в начале 2000-х под районом дворца Шайо, недалеко от туристического Парижа, с открытками, музеями и видом на Эйфелеву башню. Но буквально ниже уровня тротуаров существовал другой город. Не романтическая легенда, а сеть пустот, галерей, старых каменоломен и служебных ходов. И глава 14 в нашем выпуске начинается именно с этой странной развилки. Кто-то сумел не просто пробраться в запретное место, кто-то сделал там электричество, телефонную линию и кинозал, а потом исчез быстрее, чем полиция успела понять, кого искать. Важно понять одну вещь. Парижские катакомбы в разговоре часто звучат как одно место, будто под городом лежит большая мрачная пещера с костями. На деле это гораздо сложнее. Есть официальная часть, куда ведут туристов, есть ассуарии, куда перенесли останки со старых кладбищ, а есть огромный слой бывших каменоломен, из которых веками брали известняк для домов, церквей и дворцов. Город рос вверх, потому что его буквально вырезали снизу. Потом эти пустоты пришлось укреплять, проверять, закрывать, отмечать на планах. Так появились инспекционные галереи и службы, которые следят, чтобы улица однажды не провалилась в старую выработку. Но карта подземного Парижа никогда не была простой школьной схемой. Где-то ход замурован, где-то остался лаз, где-то техническая дверь знает больше, чем парадный вход. И рядом с официальными маршрутами десятилетиями жили неофициальные. Их исследовали катафилы, городские любители подземелий. Для властей это риск, потому что там можно упасть, заблудиться, повредить старую кладку или залезть туда, где проходят коммуникации. Для исследователей это вторая карта столицы, не вместо Парижа, а под ним. Поэтому сам факт входа в закрытую галерею не был чудом. Чудом выглядел масштаб. Кинозал требовал не одной вылазки с фонариком. Нужно было таскать материалы, ставить сиденья, монтировать экран, прятать оборудование, понимать вентиляцию, не привлекать внимания.
Это уже не прогулка, это проект. Самая странная часть этой истории не в том, что кто-то смотрел кино под землей. Странно, что место было почти рабочим клубом. Электричество не появляется в каменоломне само. Его надо откуда-то взять, протянуть, закрепить, замаскировать, не устроить короткое замыкание во влажном проходе. Телефонная линия звучит еще наглее. Это не свечи и не переносной магнитофон. Это жест человека, который говорит городу: «Я знаю твои внутренности достаточно хорошо, чтобы пользоваться ими». По сообщениям того времени, полиция нашла не только зал, но и систему наблюдения. Вход будто кто-то контролировал. Если это правда, создатели понимали, что к ним могут прийти, и все равно продолжали. Вокруг этой находки быстро всплыло название подпольной художественной группы, связанной с парижскими подземными акциями. Но осторожнее, в таких историях граница между признанием, легендой и городской игрой размыта. Нам важнее другое. Такие места возникают не из мистики, а из сочетания трех вещей. Старый город оставляет пустоты. Современная инфраструктура дает кабели, люки и обходные маршруты. А люди, которым тесно в официальных пространствах, начинают читать город не по вывескам, а по трещинам. Для полиции это незаконное проникновение и угроза безопасности. Для катафила это умение видеть слой, который большинству вообще недоступен. В этом конфликте и родился тот зал. Не где-то на краю, а под самым узнаваемым Парижем. А потом случилась деталь, из-за которой история стала почти издевкой. Когда полиция вернулась с техническими специалистами, оборудование уже исчезло. Проектор, пленки или записи, часть техники, все самое важное успели вынести. Осталась насмешливая табличка в духе просьбы не искать. Формулировки в пересказах гуляют, поэтому не будем превращать ее в точную цитату. Но смысл был простой. Вы опоздали. И это меняет ощущение всей сцены. Подземный зал был не забытым подвалом, а живой системой с людьми, маршрутами и тревогой на входе. Кто-то узнал о проверке, кто-то успел собрать вещи, кто-то знал, каким ходом выйти так, чтобы наверху это выглядело как обычный вечер в городе. После таких историй власти говорят о защите наследия, безопасности и закрытых зонах. И они правы. Старые каменоломни не прощают самоуверенность. Камень крошится, воздух бывает плохим, вода появляется там, где вчера было сухо. Но у этой правоты есть обратная сторона. Чем старше столица, тем больше в ней мест, которые не помещаются в официальный план. Они остались от строительства, ремонта, войны, водопроводов, метро, складов, забытых решений. Кинотеатр под Парижем потому и цепляет, что в нем не было сверхъестественного. Только кабель, экран, несколько стульев и люди, которые на время присвоили себе пустоту под городом. Париж сверху продолжал продавать билеты в музеи. Париж снизу уже показывал свой закрытый сеанс. А следующая дверь напомнит. Иногда невозможное находят не под землей, а прямо за стеной, которую все считали обычной. Иногда самая странная дверь начинается не с замка, а с трещины в стене. Человек в каппадокийской деревне разбирает старую кладку у себя дома. Обычная работа. Пыль, куски туфа, неровный край стены, ожидание увидеть камень или пустой карман подвала. И вдруг за выбитым участком не кладка, там темнота. Ни ниша для кувшина, ни маленький погреб, а узкий ход, уходящий дальше, чем должен уходить любой домашний подвал. По распространенной версии, именно так в 1963 году заново открыли Деренкую. Не экспедиция с картами, не громкая охота за древностями, ремонт в доме. И вот в этой детали есть почти неприятная мысль. Человек жил над городом и мог не знать, что под его полом начинается другая Каппадокия. Сверху сухая деревня, двор, стены, ветер и свет. Снизу прохлада, коридоры, ступени и воздух, который откуда-то все равно приходит. В этот момент любая привычная логика ломается. Дом должен защищать от улицы, а здесь дом оказался крышкой. Первые метры такого хода не похожи на вход в чудо. Они скорее неудобные. Низко, тесно, стены шершавые, плечо почти цепляет камень. Но чем дальше человек идет, тем меньше это похоже на случайную пещеру. Коридор поворачивает не как трещина в породе, а как проход, который кто-то специально вел. Потом появляются боковые помещения. Одно можно представить как стойло, другое как склад. Где-то в камне вырублены ниши, где-то темный вертикальный провал уходит вверх или вниз. И тут важна одна вещь. Каппадокийский туф мягкий, когда его режут, но со временем он держит форму. Для обычного каменщика это подарок и ловушка одновременно. Можно вырубить комнату, лестницу, шахту, целую сеть, но ошибся с воздухом или водой, и убежище превращается в могилу. Поэтому Деренкую поражает не тем, что он под землей. Подземные ходы люди делали во многих местах. Поражает то, что здесь продумана жизнь в тесном страхе. Вентиляционные шахты давали воздуху проходить вниз.
Колодцы могли обеспечивать водой, и часть таких водных точек старались защищать от доступа снаружи. Помещения для животных были ближе к входам, чтобы скот не приходилось гнать глубоко. Запах, шум, навоз – все это тоже считалось архитектурой, неприятной, но необходимой. Дальше начинается самое практичное и самое тревожное. В подземных городах Каппадокии были круглые каменные двери. Не двери в нашем смысле, не створки на петлях, а тяжелые диски, которые можно было откатить изнутри и перекрыть проход. Для нападающего это кошмарная преграда. Узкий коридор, мало места для удара, впереди каменный круг, а за ним люди, которые знают каждый поворот. Просто удержите эту картину. Снаружи опасность. Возможно, набег, войско, насилие. Тот момент, когда лучше исчезнуть, чем спорить с силой. Село не уходит на далекую гору, оно уходит вниз. Люди заводят животных, закрывают проходы, распределяют еду, следят за водой, гасят лишний огонь. В кухнях дым должен был уходить так, чтобы не выдать убежище слишком быстро. В складах хранили зерно, масло, вино, то, что позволит переждать не один день. Были и места для молитвы. Это не украшения для туристов. Когда вокруг неизвестность, человеку нужно не только дышать и есть, но и держаться за порядок. Деренкую часто называют многоэтажным подземным городом, и это звучит почти сказочно. Но внутри это не сказка. Это вертикальный план отступления. Верхние уровни для быстрого доступа скота и хозяйства. Глубже – коридоры, комнаты, колодцы, общие помещения, более защищенные зоны. Чем ниже, тем меньше случайности. И вот здесь история становится гораздо интереснее любой фантазии про исчезнувшую цивилизацию. Потому что фантазия обычно объясняет все одним большим секретом, а Деренкую объясняется множеством маленьких решений. Как пустить воздух, но не открыть врагу дорогу? Как дать воде остаться чистой? Как спрятать еду от грабежа? Как завести животных так, чтобы они помогали выжить, а не душили людей внизу? Как закрыть проход камнем, который снаружи почти невозможно сдвинуть? Подземные города Каппадокии, вероятно, расширялись и использовались в разные эпохи, и спорить о каждом слое будут еще долго. Но главный принцип понятен без спора. Это была не декорация и не каприз, это была машина ожидания. Когда на поверхности становилось слишком опасно, община могла на время выключиться из видимого мира. Не победить врага, не построить крепость до неба, просто исчезнуть под своим домом и пережить удар. Поэтому дверь в Деренкую так цепляет. За ней не золото и не трон, за ней коридоры, стойла, копоть, прохлада, каменные диски и упрямая инженерия страха. Люди вырубили себе запасной мир в породе, потому что иногда самый надежный выход ведет вниз. А следующая дверь напомнит, что невозможное иногда прячется не под землей, а прямо в стенах, на которые все давно перестали смотреть. Охрана открыла служебную дверь не после кражи, не после пожара, не после того, как кто-то разбил витрину или оставил граффити на камне. За дверью просто тикали часы. Старые башенные часы пантеона, которые десятилетиями считались почти мертвой частью здания, снова шли. И вот это было проблемой. Просто удержите эту картину. Париж, начало 2000-х, огромный купол над латинским кварталом. Туристы внизу смотрят на колонны и гробницы великих французов. А где-то выше, в служебной пустоте, за узкой дверью, движется маятник. Медленно, упрямо, с тем самым сухим звуком, который бывает у старой техники, когда она не хочет быть музейной пылью. Странность была не в том, что механизм заработал. Странность была в вопросе «кто?». Официальные хранители его не ремонтировали. Подрядчик не приходил, бумаги на работы не подписывали, но кто-то годами поднимался туда, приносил инструменты, разбирал детали, чистил, настраивал и уходил так, будто посещал не памятник, а больного родственника. Это 16-я дверь нашего выпуска, и за ней не тайник с золотом, а более неудобная вещь – чужая забота. Такая аккуратная, что ее трудно назвать вандализмом, и такая незаконная, что государство не могло просто пожать плечами. У этих людей была репутация странная даже для Парижа. Они не охотились за сувенирами и не ломали замки ради селфи. Группа, известная как Унтергунтер, выросла из городских исследователей, которые назвали себя частью более широкой подпольной культуры. Они искали технические пустоты города, заброшенные залы, крыши, тоннели, место, где официальный Париж заканчивался, а настоящий еще продолжался.
С Пантеоном история была особенно дерзкой. Это не заброшенный склад на окраине. Это национальный символ, здание под охраной, место памяти, где каждая лестница имеет владельца, каждая дверь должна открываться по разрешению. Но, как часто бывает с большими памятниками, охрана видит туристический маршрут лучше, чем собственные закоулки. По рассказам участников, они нашли путь наверх и постепенно обустроили небольшое рабочее место. Не роскошное убежище, а скорее чердак мастера. Стол, инструменты, свет, аккуратные коробки с деталями. Там стоял часовой механизм, сделанный для башни, а не для витрины. Такие часы живут не от красоты циферблата, их жизнь внутри. Груз тянет передачу, шестерни передают усилия, регулятор с маятником не дает времени сорваться в бег. Если деталь засыхает от грязи, часы не становятся романтичнее, они останавливаются. Если зубья изношены, ход начинает врать. Если не обслуживать подшипники, тяжелый механизм сам себя калечит. Поэтому реставрация здесь была не магией, а ремеслом. Разобрать, очистить, смазать, заменить только то, что нельзя спасти, и снова заставить железо работать в своем ритме. И вот здесь становится неуютно. С человеческой стороны все выглядит почти благородно. Никто не вынес бронзовую шестерню на продажу, никто не залил механизм краской. Люди потратили время, знания и деньги, чтобы вернуть старым часам ход. Но с точки зрения памятника это было вторжение. Во Франции историческое наследие охраняется не только от разрушителей, оно охраняется еще и от любителей с отверткой, даже если у любителя золотые руки. На памятнике нельзя чинить, что захотел, потому что каждая замена может стереть след эпохи. Нельзя просто решить, что пыль вредна, а вот эта гайка лишняя. Сначала проект, экспертиза, допуск, ответственность. Кто подписал работу, тот отвечает, если через год треснет узел или исчезнет подлинная деталь. Для бюрократии это не каприз. Представьте врача, который обнаруживает, что незнакомец тайно прооперировал пациента и, возможно, сделал все правильно. Результат хороший, но вопрос остается страшным. А если бы нет? Кто дал право резать? Когда работа стала известна, история пошла уже не по лестницам, а по кабинетам. Руководство памятника оказалось в унизительном положении. В одном из самых заметных зданий Парижа несколько человек годами ходили через служебные зоны, устроили мастерскую и починили механизм, о котором официальная система не позаботилась. Это был не просто прокол охраны. Это была пощечина самому порядку, по которому памятники должны жить. Участников потащили в суд. Обвинение строилось вокруг незаконного проникновения и самовольных действий в охраняемом объекте. Защита упирала в отсутствие вреда и в то, что часы фактически вернули к жизни. Суду пришлось смотреть на очень странный предмет спора – работающий механизм как улика. В этой истории особенно цепляет не тайный проход. Тайные проходы всегда звучат красиво. Цепляет другое. Часы стали работать раньше, чем система смогла решить, нужны ли они ей живыми. Суд в итоге не превратил эту историю в легенду о суровом наказании. Насколько известно по открытым материалам и сообщениям того времени, обвиняемых оправдали по ключевым пунктам, потому что доказать ущерб оказалось трудно. Но это не значит, что все пожали друг другу руки. Для администрации памятника факт оставался болезненным, их здание оказалось проницаемым, их мертвый механизм оказался чьей-то частной заботой. И тут видно устройство невидимой жизни памятников. Снаружи они кажутся вечными. Камень, купол, колонны, таблички, торжественная тишина. А внутри у них графики, ключи, сметы, закрытые двери и выбор, на что хватит внимания. Одни детали выставлены на свет, другие ждут годами, потому что они ни на маршруте, ни в бюджете, ни в чем-то срочном письме. Унтер-Гунтер нарушили правила, это важно не сглаживать. Они вошли туда, куда их не звали, и сделали работу без разрешения. Но они задели нерв, который официальная охрана не любит показывать. Иногда сохранить значит не трогать, а иногда не трогать значит медленно потерять. Старые часы Пантеона в этой истории тикают как вопрос без удобного ответа. Кто больше любит здание? Тот, кто закрывает дверь на ключ, или тот, кто незаконно поднимается по пыльной лестнице с масленкой в кармане? Закон отвечает быстро. Жизнь памятника медленнее, а следующая дверь напомнит. Иногда за запертой створкой находят не механизм, а место, где люди слишком долго делали вид, что ничего не происходит. Самое странное в этой двери было не то, что ее открывали после долгой тишины. Странно было другое. Ключ держали не археологи, не полиция и не охотники за сокровищами, а люди с наследственными бумагами. Обычная парижская процедура. Умер человек, надо описать имущество, закрыть счета, понять, что кому принадлежит.
И вдруг за дверью оказывается не просто квартира, а комната, где главным свидетелем становится пыль. Она лежит ровно, спокойно на туалетном столике, на старых флаконах, на резных ножках мебели. Никто не пытался быстро навести порядок перед чужими глазами. Никто не снимал шторы, не выносил кресла, не обновлял обои. Как будто хозяева вышли ненадолго и почему-то не вернулись. Но ненадолго растянулось почти на 70 лет. Это Париж, квартира недалеко от площади Трините. В 2010 году наследственное дело привело нотариусов к жилью, которое десятилетиями оставалось запертым. Его продолжали оплачивать, и это, пожалуй, самая бытовая деталь всей истории. Не тайный заговор, не проклятие, просто счета, которые год за годом не давали месту исчезнуть. Внутри ждали тяжелые шторы, темное дерево, старые зеркала и портрет женщины в розовом платье. Красивый, слишком уверенный для случайной вещи. И вот тут обычная опись начинает вести себя как расследование. Чтобы понять эту квартиру, важно не начинать с портрета. Надо начать с бегства. В годы Второй мировой войны многие парижане принимали решения не по красивым планам, а по страху, слухам и расписанию поездов. Кто-то уезжал на несколько недель, кто-то закрывал двери с мыслью, что вернется, когда станет безопаснее. По распространенной версии, хозяйка квартиры покинула Париж в 1942 году и уехала на юг Франции. Дальше начинается та самая странная экономика памяти. Жилье не продавали, не сдавали, не разбирали. Его просто удерживали на расстоянии платежами. Каждый оплаченный месяц будто говорил: «Дверь пока не трогать». В этом нет мистики, зато есть очень человеческая нерешительность. Иногда вещь не выбрасывают не потому, что она нужна, а потому что решение слишком тяжелое. Нотариусы в таких случаях работают сухо и точно. Они должны составить опись. Мебель, картины, украшения, бумаги, предметы быта. Не для романтики, а для наследства и налогов. Оценщик идет за ними и смотрит не как гость. Он отмечает материалы, подписи, состояние, происхождение. Пыль тут не мусор, а подсказка. Если предметы не переставляли, можно понять, как жила квартира, какие вещи были рядом, что считалось ценным, а что просто осталось на столе. Старые флаконы рядом с зеркалом говорят иногда больше, чем длинная биография. Вещи не объясняют себя, их приходится допрашивать без шума. Потом взгляд останавливается на портрете. Женщина в розовом платье сидит так, будто прекрасно знает цену собственному присутствию. Это не семейная фотография и не безымянный салонный сувенир. Манера письма напоминает Джованни Бальдини, художника, который умел превращать светскую позу в движение. Но на рынке искусства одного ощущения мало. Особенно, когда перед тобой квартира, где десятилетиями никто не проверял происхождение вещей. Оценщик не может просто сказать «похоже, берем молоток». Начинается скучная, но решающая часть. Ищут подписи, сравнивают стиль, смотрят оборот холста, раму, старые каталоги, переписку. В этой истории важными стали письма и документы, связанные с Мартой де Флориан, парижской куртизанкой и женщиной светского круга конца XIX века. Именно ее связывают с образом на портрете. Есть осторожная оговорка. Популярная версия квартиры много раз пересказывалась в прессе, и отдельные детали требуют проверки по аукционным и архивным материалам. Но сам механизм ясен. Картина получает цену не только за краску и холст. Ей нужна биография, цепочка владения, доказательство, что она не случайно похожа на работу мастера. И вот пыльная комната начинает работать как архив. Письмо рядом с портретом может поднять стоимость сильнее, чем позолоченная рама. Потому что рынок покупает не только изображение, он покупает уверенность. Кульминация здесь тихая. Никто не бежит по коридору, ничего не взрывается, никто не вскрывает сейф ломом. Люди просто стоят в комнате и понимают, что перед ними не склад старья. На столе мелкие вещи, которые пережили владельцев. В шкафах ткань, которую давно никто не носит. На стене женщина в розовом, забытая почти всеми, кроме документов. Дверь открыли ради наследственной процедуры, а получили готовую сцену до военного Парижа. Не музейную, вычищенную и подсвеченную, а частную, с неловкими остатками быта. Именно поэтому история так цепляет. Она показывает, как память иногда сохраняется не торжественно, а через платежные квитанции, закрытые ставни и чью-то неспособность разобрать прошлое. Когда портрет связали с Бальдини и Мартой де Флориан, он ушел на аукционе за крупную сумму, намного выше обычного ожидания для найденной в квартире вещи. Но цена была только финальной цифрой в длинной цепочке. Сначала был страх уехать из города, потом десятилетия молчаливой аренды, потом смерть наследницы, потом ключ, опись, перчатки, письма, экспертиза. Так обычная дверь стала не входом в кладовую, а входом в документ.
И если в этой главе номер 17 невозможное было спрятано за бархатными шторами, следующая дверь покажет совсем другой вид тишины. Там молчать будут уже не комнаты. Библиотекари меняли замки, проверяли окна, смотрели, не оставляет ли кто-нибудь следов у дверей. А книги все равно исчезали. Ни пачками, ни шумно, ни после ночного налета. Просто однажды на полке оказывалась пустота, и эта пустота выглядела почти нагло. Замок цел, стекло цело. Сигнал тревоги молчит. Вот с этого неудобного парадокса и начинается 18-я дверь нашего выпуска. Место тихое, даже слишком тихое для такой истории. Монастырь Мон-Сент-Адиль в Эльзасе. Высоко над равниной, где к камню липнет туман, а внутри пахнет деревом, пылью и старой бумагой. Библиотека там была не просто комнатой с книгами. В монастырях книги веками собирали как инструмент памяти и власти. Богословие, хроники, редкие издания, следы владельцев на полях, печати, экслибрисы. Для книжного собрания важна не только сама книга, но и ее путь. Кто держал ее в руках, в какой обители она лежала, какая запись осталась на первом листе. Поэтому пропажа старого фолианта бьет не как кража вещи с полки, она вырывает кусок биографии из целого собрания. И вот самое странное, охраняли именно двери, а вор, как выяснится позже, пользовался тем, что дверью никто уже не считал. Сначала это могло выглядеть как ошибка учета. В старых библиотеках такое бывает. Один том переставили не туда, другой взяли на реставрацию, третий когда-то описали криво. Полки длинные, каталоги живут своей жизнью, а редкие книги не кричат, когда их уносят. Но пропажи повторялись, и это уже было не похоже на рассеянность. Начали думать о доступе. Кто имеет ключи? Кто бывает в закрытых залах? Кто знает расписание? Это обычная логика расследования кражи без взлома. Если дверь не сломана, значит либо ключ, либо свой человек, либо очень аккуратная подделка. Окна проверили, замки усилили. Двери стали предметом внимания. Но старая архитектура умеет смеяться над новой охраной. В зданиях, которым много веков, планировка редко бывает простой. Стену могли нарастить, проем заложить, лестницу спрятать, потому что она больше не нужна. В монастырях такие переходы появлялись не для преступлений, а для быта. Пройти между корпусами, не выходя на холод, связать хоры, кельи, кладовые, библиотеку. Потом менялись владельцы, менялись планы, шкафы вставали к стенам, и проход превращался в легенду или в строительную пустоту. Вот здесь становится неуютно. Потому что современный замок охраняет только ту границу, которую люди помнят. А если граница забыта, ее никто не сторожит. В этой истории ключевым оказался человек, который понимал не только книги, но и здания. В газетных пересказах фигурирует Станислас Гассе, преподаватель, любитель старых изданий, человек, который по данным публикации нашел сведения о скрытом ходе в старых планах монастыря. Обратите внимание, какая-то странная сила. Ни ломик, ни взлом электронного замка. Лист бумаги, где когда-то была нарисована линия, забытая всеми остальными. Дальше схема становится почти физической. За книжным шкафом или рядом с ним обнаруживается доступ к узкому проходу. Там не парадный коридор, а тесная щель здания. Пыль, камень, темнота, место для одного человека и фонаря. Вор мог попадать в закрытую библиотеку не через охраняемую дверь, а изнутри стены. Для следствия это переворачивает картину. Следы ведут не к окну и не к замку, а к архитектуре. Нужно смотреть не только на отпечатки и ключи, а на толщину стен, старые планы, странные зазоры, мебель, которая слишком плотно стоит у перегородки. Кульминация здесь почти без звука. Ночь, ряды фолиантов, тонкий луч фонаря скользит по корешкам. Шкаф чуть отходит от стены или открывает узкий проем. Человек протискивается внутрь, берет книгу и исчезает туда, где для охраны была просто глухая стена. И вдруг все прошлые меры выглядят честными, но бесполезными. Когда проход нашли, история перестала быть загадкой про призрака в библиотеке. Она стала уроком про здания, которые помнят больше, чем их хозяева. По сообщениям прессы, у похитителя обнаружили множество книг, и часть собрания удалось вернуть. Для библиотеки это важно не только финансово. Редкая книга, вынутая из места, теряет часть смысла. Ее провинанс, то есть цепочка владения, похож на паспорт, только старше и упрямее. Печать монастыря, старая помета, номер в каталоге помогают доказать, откуда том пришел и куда должен вернуться. После таких дел охрана редких фондов меняется. Смотрят уже не только на замки. Делают сверки каталогов, фотографируют переплеты и печати, изучают старые планы, проверяют ниши, лестницы, служебные пустоты.
Криминалистика краж без взлома начинается с неприятного вопроса: а точно ли мы знаем все входы? Мон-Сент-Адиль запомнился именно этим. Вор не победил дверь. Он нашел дверь, которую учреждение перестало видеть. И в этом есть почти бытовая правда старых домов. Иногда самая слабая точка не там, где железо тонкое, а там, где память закончилась. Следующая дверь будет другой, но вопрос останется тем же. Что еще может быть спрятано на виду, если никто давно не проверял план? Анонимное письмо пришло не в полицию нравов и не к газетчикам. Оно легло в прокуратуре среди обычных бумаг и описывало вещь почти нелепую. В уважаемом доме в центре Пуатье якобы больше 20 лет держат запертой женщину. Ни в подвале притона, ни в заброшенной усадьбе. В доме семьи, которую знали, с которой здоровались, которую принимали в приличном обществе. Вот это избивает с толку сильнее всего, потому что закрытая дверь в таком месте выглядела не как улика, а как семейное дело. Дом Манье стоял не на краю мира. Рядом ходили слуги, соседи слышали экипажи, в городе обсуждали браки, визиты, наследство, репутации. И если из окна под крышей годами не появлялось лицо молодой женщины, этому находилось удобное объяснение. Болезнь, уединение, нервное расстройство, ссора в семье. В буржуазной Франции рубежа веков чужая дверь была границей почти священной. Переступить ее без веской причины значило влезть в честь семьи, а честь тогда была не красивым словом, а настоящей социальной броней. Бланш Манье когда-то была не призраком с заставными, а девушкой из хорошего дома. Ее семья принадлежала к местной буржуазии. Мать держалась строго, брат Марсель был образованным человеком и юристом. По городским меркам это была фамилия, с которой закон разговаривал осторожно. Позже будут говорить, что Бланш хотела выйти замуж против воли матери, и с этого началась ее изоляция. В деталях этой версии есть спорные места, но общий механизм понятен без легенды. Внутри богатого дома власть старших могла быть почти полной, особенно если речь шла о дочери, браке и семейном имени. И если женщина исчезала из приемной, ее не обязательно искали с фонарями. Ее могли считать больной, или неудобной, или той, о ком лучше не спрашивать. И вот здесь становится неуютно. Для вмешательства полиции требовалось не ощущение странности, а повод. Бумага, жалоба, подозрение. Слуга мог видеть больше, чем сосед, но зависел от хозяев. Родственник мог догадываться, но молчать ради покоя семьи. Город мог знать слух, но слух еще не ломает замок. Когда власти все же пришли в дом Манье, это не было эффектным штурмом. Скорее, осторожный визит людей, которые сами до конца не знают, что найдут. Полицейские поднимались по лестнице, где воздух становился тяжелее, а свет беднее. Наверху была дверь. За ней комната под крышей, закрытые ставни, запах от которого уже невозможно было притворяться, что это семейная тайна. Дверь открыли, и дневной свет впервые за долгие годы упал на кровать. На ней лежала Бланш. Крайне истощенная, грязная, почти не похожая на человека из тех фотографий, где семьи стараются выглядеть достойно. В газетах потом будут смаковать жуткие подробности, но важнее другое. В эту минуту частный дом перестал быть неприкосновенным. В комнату вошли не сплетни, а врач, полиция и протокол. Медицинское освидетельствование должно было ответить на простой и страшный вопрос. Перед ними больная, которую прятали, или пленница, которую сознательно лишали нормальной жизни. Для закона это была огромная разница. Для Бланш, кажется, уже нет. После находки история быстро стала городской катастрофой. Мать Бланш арестовали, но она вскоре умерла. Брата Марселя судили, и тут дело стало еще сложнее. Моральное возмущение было огромным, но суду нужна была точная статья, точное действие, точная обязанность помочь. В первой инстанции его наказали, затем апелляция смягчила исход. И это многое говорит о времени. Закон мог ужаснуться закрытой комнате, но спотыкался о вопрос, что именно обязан был сделать родственник, если дверь запирала не его рука. Так семейная честь, которая годами закрывала комнату, неожиданно стала еще и щелью в ответственности. Бланш отправили под медицинский уход. Она выжила, но к прежней жизни уже не вернулась. И это, пожалуй, самое тяжелое в этой главе. Невозможное здесь было не в замке и не в темной комнате. Невозможное было в том, что дом стоял среди людей, имя семьи звучало прилично, а человек исчез почти на виду. Иногда дверь не прячут от мира. Ее просто называют частной. А дальше у нас будет другая дверь, где страшным окажется уже не молчание дома, а то, что люди сами решат открыть. Дверь открыли не археологи и не музейщики. К ней пришли люди с папками, рулеткой и обязанностью посчитать чужое наследство.
Обычная работа – войти, описать мебель, отметить картины, проверить, что можно продать, а что уйдет семье. Но когда замок наконец поддался, за ним оказался не склад и не пустая квартира. Там стояла комната, в которой будто забыли отменить довоенный Париж. Пыль лежала ровно серым покрывалом. На креслах темнел бархат. У туалетного столика молчали флаконы и щетки. В углу торчало чучело страуса, нелепое и гордое, как гость, который слишком долго ждал хозяйку. А на стене висел портрет женщины в роскошном платье. Ее лицо смотрело из золотой рамы так спокойно, будто она знала, что однажды все равно кто-то вернется. Это случилось в Париже уже в 2010 году, после смерти пожилой мадам де Флориан. Квартира, связанная с ее семьей, не открывалась десятилетиями. Самое странное здесь не пыль и даже не картина. Самое странное то, что за эту пустоту продолжали платить. Месяц за месяцем, год за годом. Пока город менялся, пока уходили поколения жильцов, один адрес оставался в документах живым. Чтобы понять эту дверь, важно представить не тайник, а привычку. В 1940 году многие парижане уезжали быстро. Немецкие войска приближались, и город жил слухами, чемоданами, билетами, чужими советами. Хозяйка квартиры уехала на юг Франции. По распространенной версии, она спасалась от войны и больше туда не вернулась. Но связь с квартирой не порвала. Счета оплачивались, помещение числилось за семьей, ключи не превращались в музейный экспонат. Просто дверь не открывали. Вот здесь история становится не про роскошь, а про странную экономику памяти. Квартира в большом городе обычно требует решения. Ее сдают, продают, освобождают, ремонтируют, спорят из-за нее. А тут десятилетиями оплачивали место, куда никто не приходил жить. Война изменила эту недвижимость без взрыва и пожара. Она сделала из обычных комнат закрытый карман времени. Оценщики, войдя внутрь, должны были вести себя не как гости на экскурсии, а как специалисты. Наследственная опись устроена сухо. Вещь за вещью, комната за комнатой, примерная стоимость, состояние, происхождение, если оно известно. И именно такая сухая процедура иногда достает на свет то, что семья сама уже не может объяснить. Сначала взгляд цеплялся за смешные и дорогие предметы. Салонная мебель, тяжелые шторы, старые безделушки – все из мира, где приемная комната могла быть сценой. Но портрет на стене требовал отдельного разговора. Женщина на нем была написана не случайной рукой. Манера, блеск ткани, уверенное движение кисти в лице и платье навели экспертов на имя Джованни Бальдини, знаменитого портретиста парижской Бель Эпок. Одной догадки мало. В искусстве красивое сходство не считается доказательством. Нужно происхождение вещи. Кто заказал, кому принадлежала, как переходила из рук в руки, почему оказалась именно здесь. И тут квартира дала подсказки. Внутри нашли бумаги, которые связали портрет с Мартой де Флориан, известной красавицей и хозяйкой салона конца XIX века. Она была бабушкой владелицы квартиры. Для атрибуции это был не романтический штрих, а рабочая цепочка. Если картина висит в семейной квартире, если документы подтверждают связь, если стиль совпадает с мастером, предмет перестает быть просто красивой вещью в пыли. Он получает биографию. А биография в мире искусства иногда дороже золота на раме. Позже портрет продали на аукционе за огромную сумму, но деньги здесь только громкий финал. Главный поворот случился раньше, когда оценщик понял, он описывает не мебель, а застывшую систему отношений, долгов, молчания и забытых имен. Самое неуютное в этой истории то, что квартира не была потеряна полностью, она была слишком хорошо сохранена. За ней следили не руками, а платежами. Никто не вытирал пыль, не проветривал шторы, не менял расстановку. Но где-то в банковских операциях и семейных бумагах эта дверь продолжала существовать. Так иногда работает память в городах после войны. Не обязательно остается руина. Иногда остается оплаченный адрес, к которому никто не может подойти без внутреннего запрета. Когда дверь открыли, эксперты увидели не только предметы Бель Эпок. Они увидели, как один век спрятался внутри другого. Париж с автомобилями, телефонами и электронными письмами стоял снаружи. Внутри лежали щетки, письма, портрет, страус и мебель, пережившая людей, которые выбирали ее для своих вечеров. Тут легко сказать: вот удача, нашли шедевр. Но точнее сказать иначе. 70 лет кто-то платил за то, чтобы прошлое не пришлось разбирать по коробкам. А потом пришли оценщики и сделали именно это. По правилам, спокойно, предмет за предметом. И в этой спокойной работе вскрылась дверь, которую семья не открывала дольше человеческой жизни. Следующая дверь будет уже не про сохраненную роскошь.
Там невозможное пряталось не в бархате, а в месте, где его вообще не должны были искать. Дверь открылась не в прихожую. За ней стояла стена из газет, досок, коробок и чужой осторожности, такой плотной, что полицейский не мог сделать обычный шаг внутрь. Ему пришлось не входить в дом, а начинать раскопки. Сначала руками, потом инструментами. И это был не склад, не лавка старьёвщика, не заброшенный театр. Это был жилой дом на 5-й авеню в Гарлеме, где по документам все еще жили два брата. В марте 1947 года Нью-Йорк уже привык к странным слухам о доме Каллайеров. Соседи говорили о закрытых окнах, о ночных выходах за едой, о человеке, который будто бы пробирался домой через тайные ходы. Газеты любили такие истории. Богатые отшельники в большом доме, горы вещей, тайники, деньги, безумие. Звучит почти удобно. Можно посмеяться и перелистнуть страницу. Но у двери в тот день смеяться было некому. Внутри был запах пыли, старой бумаги и запертого воздуха. Фонарь цеплял края мебели, куски ковров, переплеты книг, ржавый металл. Коридор не вел вперед, он сужался, ломался, исчезал. И вот здесь важно удержать простую вещь. Для полиции это была не легенда, а аварийное здание с неизвестной планировкой, возможным трупом внутри и завалами, которые могли рухнуть от одного неверного движения. Когда-то этот дом не выглядел как ловушка. Братья Каллайеры родились в обеспеченной семье, получили хорошее образование, жили среди книг, музыки и привычек старого Нью-Йорка. Гомер был юристом, Лэнгли учился инженерному делу и музыке. Это не были люди, которые однажды проснулись персонажами газетной насмешки. Они просто постепенно отступали. Сначала от соседей, потом от счетов, визитов, разговоров у двери, потом от самого города. Гарлем вокруг менялся быстро. Улицы становились шумнее, дома продавались, семьи переезжали, район жил своей новой жизнью. А внутри особняка время будто застревало слоями. Газеты не выбрасывались, потому что могли понадобиться. Детали механизмов хранились, потому что однажды пригодятся. Мебель оставалась, потому что выбросить значило признать конец прежнего быта. Это знакомая логика, только доведенная до опасного предела. Когда Гомер ослеп и почти перестал выходить, Лэнгли стал его связью с внешним миром. Он приносил еду, читал, заботился, спорил с городом за закрытой дверью. Снаружи это выглядело как упрямство, изнутри могло казаться обороной. Каждая новая пачка газет, каждый ящик, каждый велосипед становились не мусором, а частью стены между ними и людьми, которым они уже не доверяли. Проблема в том, что страх тоже занимает место. Он не лежит отдельно на полке, он меняет маршруты по дому. Проходы становятся уже, комнаты теряют назначение, лестницы превращаются в риск. В доме Каллайеров, как писали тогдашние газеты, были не просто груды вещей, а проходы и препятствия, устроенные так, чтобы чужой человек не прошел легко. Слово «ловушки» звучит громко, и часть рассказов могла обрасти газетной драмой, но сам принцип понятен. Если ты уверен, что мир хочет ворваться к тебе, ты начинаешь строить дом против мира. Для пожарных и полиции это означало почти техническую задачу. Нельзя было просто открыть дверь, пройти по коридору и проверить комнаты. Завал мог держаться на случайной ножке стула. Газеты до потолка могли поехать вниз, как мокрый снег с крыши. Узкий лаз мог закончиться тупиком, а за ним быть еще одна комната, еще одна гора и еще один слой. Когда искали Гомера, людям приходилось вынимать предметы через окна и дверные проемы. Наружу выходили связки старых газет, сломанная мебель, книги, детали машин, инструменты, ржавые велосипеды. Дом разбирали как место обвала. И чем дольше работали, тем страшнее становилась простая мысль. Если один брат найден, где второй? Может быть, он ушел? Может быть, прячется? А может быть, дом уже ответил за них обоих. Ответ нашли не сразу. В этом и была самая тяжелая деталь. Лэнгли оказался не беглецом и не тайным хранителем сокровищ. Его тело нашли в самом доме, среди завалов, спустя время после обнаружения Гомера. По распространенной версии, он погиб, когда один из устроенных проходов или завалов обрушился на него. Гомер, слепой и беспомощный, остался в комнате без человека, который приносил ему еду. Так, городская легенда стала очень тихой бытовой трагедией. Не про чудаков с газетных полос, а про зависимость двух людей друг от друга и дом, который перестал быть жильем. Дальше начались уже земные дела. Имущество, наследство, стоимость дома, вывоз тонн вещей, разговоры о санитарной опасности и городской ответственности. Для Нью-Йорка это была еще и наглядная школа. Аварийное помещение может выглядеть как частная странность, пока туда не надо войти спасателям.
Закрытая дверь не отменяет пожарный риск, болезни, обрушение, человеческую смерть. Позже имя Калаеров стало почти нарицательным, особенно в разговорах о патологическом накопительстве. Но если произносить его только с усмешкой, теряется главное. За словом «захламление» здесь стояли слепота, одиночество, недоверие, старые привычки и очень конкретная задача. Как спасти человека, если его дом построен против спасения? Следующая дверь будет другой. Но после Калаеров уже трудно смотреть на закрытые окна, как на просто закрытые окна. В котловане под Бродвеем лопата должна была удариться во что угодно. В камень, в старую трубу, в забытый фундамент, которых в Нью-Йорке под землей больше, чем вывесок над землей. Но рабочие увидели кирпичную арку, слишком аккуратную для случайной стены. За ней было пустое пространство, и это уже звучало неправильно. Город копал новую подземку, а наткнулся на остатки ее старого соперника. Не на рельсы, не на платформу в привычном смысле. На место, где вагон когда-то пытались гонять воздухом, как письмо в пневмопочте. Просто удержите эту картину. Мокрая глина, фонарь, пар от дыхания, и за стеной Бродвея вдруг появляется тоннель, о котором город успел почти забыть. Газеты начала 20 века писали о находке как о странной встрече с прошлым. Вроде бы ничего сверхъестественного. Кирпич, дерево, железо. Но вопрос был неприятный. Как вообще можно потерять под главной улицей Манхэттена целую инженерную демонстрацию? Ответ начинается не в котловане, а на несколько десятилетий раньше, когда Нью-Йорк уже задыхался от собственного успеха. По улицам тянулись конки, амнибусы, повозки, люди шли между колесами, грязью и навозом. Надземные железные дороги казались спасением, но они приносили шум, копоть и тень прямо в окна. Под землю хотели уйти многие, только городская власть не спешила отдавать улицы первому смельчаку с лопатой и проектом. И вот здесь появляется Альфред Илай Бич. Он был не просто мечтатель с красивой схемой. Он понимал машины, печатал научные идеи, умел показывать будущее так, чтобы его можно было потрогать рукой. Идея Бича была дерзкой именно потому, что звучала почти бытово. Если по трубе можно отправить капсулу с письмом, почему бы не отправить человека в вагоне? Не паровоз тянет состав, не лошадь тащит повозку. Большой вентилятор создает давление воздуха, и цилиндрический вагон скользит внутри круглого тоннеля. В одну сторону воздух толкает его сзади, в другую поток меняют, и вагон возвращается. Это не магия, а очень крупная версия пневматической почты. В 19 веке такие системы уже знали в офисах и на почтамтах, только там внутри труб летали маленькие контейнеры. Бич решил увеличить масштаб до пассажирского. Самое хитрое было не в вентиляторе, самое хитрое было в разрешении. Строить полноценную подземную железную дорогу под Бродвеем было политически опасно и дорого. Земля под улицами была не пустотой, а властью. Концессия означала деньги, контроль над потоком людей, влияние на кварталы. Поэтому проект легко мог погибнуть еще на бумаге. Бич пошел обходным путем. Разрешение выглядело как работа над пневматической доставкой, а не как начало большого пассажирского метро. Под магазином на Бродвее тайно выкапывали тоннель. Землю вывозили осторожно, шум прятали в обычной городской суете. Это звучит как трюк, но в нем видна логика времени. Сначала покажи работающую машину, а потом спорь с чиновниками. Когда демонстрационная станция открылась для публики, она была совсем не похожа на мрачную яму. Ее сделали почти салоном. Свет, отделка, аккуратный вагон, блестящие детали. Люди спускались вниз не только ехать, а смотреть на обещания. Город без уличной давки, без лошадиного хаоса, без копоти надземных линий. Поездка была короткая, почти игрушечная по меркам будущего метро. Но именно короткость делала ее сильной. Человек садился в круглый вагон, двери закрывали, и машина уходила в трубу под Бродвеем. Не гремела упряжь, не свистел паровоз. Где-то работал огромный вентилятор, и воздух сам становился невидимым двигателем. Вагон двигался плавно, насколько позволяла техника, потом останавливался и возвращался назад. Для пассажира это было похоже на фокус, только с инженерным объяснением. И вот здесь начинается драма, которая обычно теряется за забавной картинкой. Демонстрация работала, но город не строится одной удачной поездкой. Нужны законы, деньги, право копать дальше, согласие тех, кто уже зарабатывает на перевозках, и терпение политиков. А терпения не было. Против подземных проектов стояли владельцы других транспортных интересов и люди, которым Бродвей казался слишком важным, чтобы пускать под него эксперимент. Пневматический тоннель можно было показать публике, но превратить его в сеть, которая пересечет Манхэттен, было совсем другим уровнем войны.
Потом ударил финансовый кризис. Инвесторы стали осторожнее, городская политика менялась, планы зависали. И блестящая станция под магазином постепенно потеряла главный смысл. Она больше не была началом линии, она стала дорогой декорацией будущего, которое не наступило. Сам тоннель не исчез за одну ночь. Его не обязательно было взрывать или торжественно закрывать, достаточно перестать им пользоваться. Достаточно перестроить помещение сверху. Достаточно, чтобы новые арендаторы, новые стены и новые счета оказались важнее старой мечты. Так город умеет забывать лучше любого архива. Через годы Нью-Йорк все равно получил метро, только уже другим путем. Рельсы, электричество, станции, толпы, расписание – настоящая система, а не демонстрационная труба. И когда рабочие в начале 20 века снова добрались до старого места под Бродвеем, находка выглядела почти неловко, как если бы под современным вокзалом нашли макет конкурента, который когда-то на минуту был убедительнее всех. Там могли оставаться куски тоннеля, детали станции, следы отделки, а главное – сама форма идеи – круглая труба для вагона, который двигался не колесной тягой, а давлением воздуха. Важно понять одну вещь. Пневматический транспорт бича не провалился, потому что был глупым. Он оказался слишком ранним, слишком зависимым от показательного эффекта и слишком слабым против городской политики. Машина могла катить вагон туда и обратно, но она не могла сама выбить долгую концессию, пережить кризис и договориться с теми, кто контролировал улицы. Поэтому легендарность этой станции не в том, что она была тайным метро. Скорее, это был момент, когда Нью-Йорк на короткое время увидел альтернативную версию себя. Под Бродвеем мог появиться город труб и воздушного давления. Вместо этого появился город рельсов, кабелей и электрических поездов. Когда старый тоннель снова открыли лопатами, он уже не спорил с будущим. Он просто лежал под ним, как лишний слой кирпича. И в этом вся странность этой двери. За ней нашли не сокровища и не катакомбы, а забытый вариант прогресса, который успел проехать несколько метров и уступил место другому Нью-Йорку. Следующая дверь будет еще тише на вид, но за ней тоже окажется вещь, которую никто не ожидал встретить там, где все давно считалось обычным. Иногда самая странная дверь выглядит как плохой кусок стены. Ни бронза, ни печать, ни древняя надпись. Просто в подвале мешает перегородка, осыпается штукатурка. Хозяин дома берет инструмент и рассчитывает получить еще немного места для хранения. А получает темноту, которая уходит вниз. В популярной версии именно так в Каппадокии снова нашли Деренкую. Не экспедиция с картами, а бытовой ремонт, пыль на полу и внезапный ход за стеной. Эту версию стоит проверять осторожно, потому что ранние пересказы гуляют по местной истории без идеального документа на каждый шаг. Но сама сцена слишком хорошо объясняет главное. Подземный город не лежал где-то отдельно, как музейный макет. Он мог начинаться почти из обычного дома. Вот это и сбивает с толку. Ты открываешь не дверь в прошлое, а продолжение собственного подвала. Сначала проход кажется просто норой в мягкой породе, потом фонарь выхватывает ступени. Ниже становится прохладнее, звук шагов глохнет, и ты понимаешь, что это не случайная яма. Стены ровные, повороты слишком удобные, а в глубине тянет воздухом. Воздухом, а не сыростью. Для подземелья это важная улика, потому что пустая пещера может пахнуть застойно, а здесь кто-то заранее думал, как людям дышать. Деренкую находится в Каппадокии, где земля сама подсказывала такое решение. Вулканический туф там мягкий, его можно резать простыми инструментами, пока он в массиве. Но на воздухе он крепнет, держит форму и не требует кирпичной кладки на каждом шагу. Получается странная строительная логика. Не возводить стены, а вынимать лишнее из горы. И если сверху дом, двор, скот, печь и обычная жизнь, то под ними может быть второй мир. Тесный, темный, но продуманный. Дальше начинается не романтика тайного хода, а очень практичная инженерия страха. Такие подземные системы были нужны не для красивой загадки. В Каппадокии через века проходили армии, набеги, сменялись власти, и поселение должно было уметь исчезать. Не навсегда, на время. Спрятать людей, животных, зерно, воду и не выдать себя первым же дымом или криком. Поэтому ходы Деренкую устроены не как широкий дворец под землей. Они узкие, местами низкие, с поворотами, где один человек может задержать многих. Это не неудобство, а защита. Чем теснее проход, тем труднее ворваться толпой. И вот здесь появляются знаменитые круглые каменные двери. Они похожи на огромные жернова, врезанные в стену. Их не распахивали наружу, как домашнюю дверь. Каменный диск перекатывали из ниши поперек прохода, и он запирал коридор изнутри.
Снаружи такую плиту почти невозможно было сдвинуть, потому что не за что ухватиться и некуда толкать правильно. В некоторых дверях оставляли небольшое отверстие. Через него можно было смотреть, говорить, просунуть копье или проверить, что происходит по другую сторону. Жесткая деталь, зато честная. Это было убежище, а не подземный отель. Под землей находили помещения, которые обычно связывают со складами, давильными, стойлами, жилыми зонами и местами для общих нужд. Смысл у всего один – переждать опасность без выхода наверх. Зерно хранили там, где сухо и прохладно. Животных держали ближе к верхним уровням, чтобы не гнать их глубоко по ступеням. Люди уходили ниже, где тише и безопаснее. Но самое важное не видно в первом луче фонаря. Город работает только тогда, когда воздух ходит сам. Представьте себе несколько семей, которые спустились вниз не на экскурсию, а потому что наверху опасно. У них есть мешки с зерном, кувшины, дети, животные у входа и очень мало права на ошибку. Если воздух закончится, никакая каменная дверь уже не спасет. Поэтому в Деренкую и других подземных городах Каппадокии вентиляция не выглядит как украшение. Это сердце всей системы. Вертикальные шахты уходили через уровни, связывали глубину с поверхностью и давали тягу. Теплый воздух поднимался, свежий затягивался по другим ходам, и подземелье не превращалось в ловушку. Некоторые шахты могли работать и как колодцы. Это особенно важно. Вода не должна зависеть от того, открыт ли выход наружу. Если враг наверху, ты не можешь подниматься к деревенскому колодцу с ведром и делать вид, что все нормально. Вода должна быть внутри укрытия или доступна из него. По этой же причине планировка не сводилась к одному красивому тоннелю. Там были развилки, тупики, перепады, лестницы и помещения разного размера. Подземный город мыслил слоями. Верхние уровни ближе к быту, нижние ближе к долгому ожиданию. Где-то можно было молоть или хранить продукты, где-то собираться, где-то отделять проходы каменными дисками. Масштаб Деренкую в популярных описаниях часто звучит почти невероятно. Много уровней, тысячи людей, километры ходов. Часть таких оценок требует проверки, потому что открытые участки и предполагаемые продолжения не одно и то же. Но даже то, что можно увидеть и описать археологически, уже поражает. Это не хаотичная пещера, где люди прятались в панике. Это вырезанная в туфе машина выживания. Медленная, тесная, без солнечного света. Зато с расчетом на самый простой вопрос – как прожить еще один день, пока наверху нельзя показываться. И теперь вернемся к той стене в подвале. Вся сила этой истории не в том, что за ней будто бы оказался чудесный портал. Сила в другом. Обычный дом в Каппадокии мог стоять на системе, которую строили поколения людей, привыкших считать землю частью архитектуры. Ни фасад, ни площадь, ни башня, а пустота, вырезанная так, чтобы в ней можно было жить, дышать и закрываться изнутри. Когда сегодня турист идет по Деренкую с освещением и поручнями, легко забыть, что изначально это пространство считывалось телом. Где пригнуться, где повернуть плечи, где протиснуть мешок, где поставить дверь-диск так, чтобы преследователь потерял скорость, где держать воду, чтобы не выйти наверх в худший момент, и где оставить шахту, чтобы невидимый поток воздуха дошел до нижних уровней. Это очень трезвое чудо. Никаких машин будущего, никаких мистических строителей не требуется. Достаточно мягкого туфа, долгого опыта, коллективного страха и умения превращать дом в убежище. Поэтому вопрос о Деренкую лучше ставить не так, правда ли там нашли невозможный город. Правильнее спросить, сколько обычных дверей в Каппадокии на самом деле были верхней крышкой большой подземной жизни. Археология подтверждает саму реальность этих городов. Их многоуровневые ходы, вентиляционные шахты, колодцы, склады и каменные запоры. А легенду о конкретном ремонте стоит держать как яркий вход в тему, пока не найден надежный первоисточник. Но даже без легенды картина остается сильной. Человек разбирает стену, светит в пыльный проем и видит не кладовку. Он видит решение, которое пережило тех, кто его придумал. Дверь закрывалась изнутри. Город ждал под домом. За дверью обычного дома в Хакне ожидали увидеть старый подвал. Ну, максимум хлам, трубы, ящики, влажную кирпичную стену. Вместо этого там начинался ход в землю, как будто кто-то решил спрятать под Лондонской улицей свой отдельный город. Не аттракцион, не военный бункер. Частная работа одного человека, который годами выносил из-под дома землю и расширял пустоту там, где соседи каждый день ставили чайник, спали и проходили мимо с сумками. Снаружи дом не обещал ничего такого. Викторианский фасад, тесная улица, серое небо, мокрый кирпич. В таких домах Лондон выглядит очень убедительно.
Все давно построено, все стоит на своем месте, жизнь идет по расписанию. Но у этого фасада была вторая сторона. Под ним копал Уильям Литтл, владелец дома, которого позже в газетах станут называть «человеком-кротом из Хакни». Важно не торопиться с насмешкой. Со стороны это легко превратить в карикатуру. Странный хозяин, лопата, тоннели, соседи в ужасе. Но для него, похоже, это было не просто баловство. Это был проект жизни, личная территория, место, где он сам решал, куда ведет следующий метр. И вот здесь начинается настоящая история. Потому что город устроен иначе. В городе даже пустота под твоим домом может оказаться проблемой для чужой стены. Сначала тревога выглядит почти смешно. Кто-то слышит работу внизу, кто-то замечает мешки с землей, кто-то спрашивает себя, почему из подвала вообще столько грунта. В обычном доме ремонт заканчивается штукатуркой, шумом дрели и руганью из-за пыли. Здесь ремонт как будто не заканчивался десятилетиями, только уходил ниже и дальше. Под домом появились ходы, камеры, ответвления, не аккуратный инженерный тоннель с чертежами и расчетами, а самодельная система, где главным инструментом была настойчивость. Земля не исчезает сама, ее надо выкопать, вынести, куда-то сложить. Каждый новый проход меняет нагрузку на грунт. Каждый слабый участок может передать проблему соседнему фундаменту. Для владельца это еще подвал, для строителя это уже риск. И вот тут странность становится муниципальным вопросом. Если человек красит свою дверь в неподходящий цвет, совет может спорить с ним о правилах района. Если человек роет под домом пустоты, спор перестает быть вкусовым. Под угрозой оказываются стены, тротуар, соседние дома, коммуникации. Газовые трубы и канализация не интересуются тем, кто считает землю своей. Они просто лежат там, где лежат. Соседи боялись не потому, что им не нравилась эксцентричность. Они боялись просадки. Это слово звучит спокойно, почти технически, но в быту оно означает очень простую вещь. Однажды пол может повести, стена треснет, дверь перестанет закрываться, а потом станет ясно, что проблема не в старом доме. Проблема под ним. Когда в дело входит совет, романтика подземного труда быстро кончается. Приходят не за приключением, а за ответом на сухой вопрос: держится ли улица на нормальном грунте или на чужой самодеятельности. Инженеры смотрят не как любопытные гости. Они проверяют, где пустота, где подпорка, где грунт может поехать. И чем дальше они заглядывают, тем меньше это похоже на личный подвал. По сообщениям британской прессы и материалам вокруг судебных решений, власти добивались запретов на продолжение работ и доступа для обследования. Это важная грань. Твой дом не делает тебя владельцем последствий. Если твои действия могут повредить соседний участок или улицу, город имеет право вмешаться. Не потому, что ему скучно, а потому что обвал не признает частной собственности. Кульминация этой истории не похожа на сцену из фильма, где все рушится в одну секунду. Она тише и страшнее. Люди в касках спускаются вниз, фонарь выхватывает низкий проход, деревянные подпорки, неровные стены, следы долгой ручной работы. Над ними обычная улица, там машины, почтовые щели, занавески в окнах. А внизу видно, что часть спокойствия держится на догадках. После этого уже нельзя просто закрыть дверь и сказать, что хозяин разберется сам. Начинаются предписания, суд, аварийные работы, укрепления. Город вынужден платить специалистам за то, чтобы вернуть земле способность быть землей. По разным сообщениям, счет для совета и связанных работ шел на крупные суммы, потому что исправлять подземную ошибку всегда дороже, чем не допустить ее заранее. Самое неудобное в этой истории то, что здесь нет простого злодея. Литтл не строил ловушку для соседей и не пытался взорвать квартал. Он копал, потому что хотел копать. В этом и есть странная человеческая часть дела. Частная, навязчивая свобода может выглядеть безобидно, пока не упирается в несущую стену чужого дома. Но для муниципалитета человек с лопатой превращается в источник риска. Закон в таких случаях говорит не о характере, а о последствиях. Можно любить свой дом, можно годами переделывать его внутри, можно хранить там самые странные вещи. Но нельзя без расчетов превращать грунт под улицей в сеть ходов. Городская безопасность начинается именно там, где личное решение начинает держать на себе чужую кухню, спальню и тротуар. Дом на Мортимер-Роуд стал знаменитым не из-за роскоши и не из-за преступления. Он стал примером того, как незаметно частная территория может расшириться в опасную зону. Сначала лопата ударяет только под твоими ногами, потом трещина появляется у соседа. Потом за дело берутся юристы, инженеры и рабочие, а счет получает уже не мечтающий копатель, а весь район через решение совета. Так что за этой дверью нашли не просто тоннели. Там нашли вопрос, на который городам приходится отвечать снова и снова.
Где заканчивается моё и начинается наше? В Хакне ответ лежал совсем низко, под полом. И следующая дверь в нашем выпуске тоже докажет. Иногда самое невероятное прячется недалеко, а прямо за стеной. Иногда самая странная дверь выглядит вообще не как дверь. Просто стена в доме. Неровная, упрямая, мешает ремонту, сыплет пылью, и кажется, что за ней может быть разве что пустота или старая кладка. По популярной местной версии, именно так в Деренкую все и началось. Человек разбирался со стеной в своем доме, а вместо соседнего угла получил темный проход вниз. Ни тайник с кувшинами, ни подвал для овощей. Проход, который уходил глубже, чем нормальный дом вообще должен уходить. Вот здесь и появляется наша 25-я дверь. Она не блестит, не скрипит на петлях и не стоит в замке. Она спрятана в мягкой каппадокийской скале, где снаружи сухая земля, ветер и каменные конусы. А внутри серо-бежевые коридоры, будто вырезанные ножом в застывшем пепле. Важно сразу сказать честно, история с ремонтом известна как местная версия обнаружения. Ее нужно проверять по ранним архивам. Но она так хорошо объясняет главное ощущение Деренкую, что от нее трудно отмахнуться. Человек хотел поправить дом, а наткнулся на систему, рассчитанную не на одну семью, а на тысячи людей. И самое неприятное в этой находке не глубина, неприятно другое. Кто-то заранее продумал, как жить под землей долго, тихо и почти без права на ошибку. Чтобы понять, почему такое вообще возможно, нужно потрогать Каппадокию не глазами, а пальцами. Ее подземные города вырезали в вулканическом туфе. Это не гранитная крепость, где каждый метр дается как война с камнем. Туф мягче, податливее, его можно долбить, расширять, соединять ходами. Но на воздухе он держится достаточно крепко, чтобы своды не превращались в песок. Получается странный подарок природы – скала, которую можно превратить в дом, склад и убежище. В Деренкую вниз уходят уровни, комнаты, узкие коридоры, повороты, где взрослому человеку приходится пригибаться. И это не случайная нора. Там были места для животных, потому что без них нельзя пережить долгую тревогу. Были хранилища для зерна и еды, были винодельни, потому что виноград в этом краю не украшение, а часть хозяйства. Были колодцы, причем их старались устраивать так, чтобы вода оставалась доступной внутри и не выдавала людей снаружи. А еще были вентиляционные шахты. Вот без них вся романтика подземного города заканчивается через несколько часов. Воздух должен двигаться. Дым, запах животных, дыхание людей, сырость, лампы – все это надо было куда-то девать, поэтому шахты работали как невидимые легкие. Сверху вы могли видеть сухой склон и обычный двор. Внизу кто-то слышал, как по камню тянет прохладой, и понимал – пока идет воздух, можно ждать. Но подземный город строили не для красивой экскурсии. Его логика грубее и понятнее. На поверхности появлялась опасность. Набег, солдаты, чужие люди на дороге, слухи, которые приходят раньше всадников. И тогда дом, двор, стойло, виноградник вдруг становились слишком открытыми. Люди уходили вниз. Не на прогулку. С детьми, с запасами, с животными, с тем, что успели унести. Узкие проходы здесь работали как защита. В них трудно ворваться толпой. Нельзя развернуться с длинным оружием. Каждый поворот тормозит того, кто идет за тобой. А потом появлялась самая узнаваемая деталь Деренкую – круглая каменная дверь. Огромный диск из камня ставили в проход так, чтобы изнутри его можно было перекатить и запереть коридор. Снаружи такой затвор почти бесполезно толкать. Он не похож на дверь в нашем смысле, но именно он решал вопрос жизни. Представьте себе темный тоннель, луч лампы по стене, тяжелый каменный круг медленно сдвигается в паз. Сначала слышен скрежет, потом проход становится тонкой щелью, потом исчезает и она. За диском люди не побеждали врага, они покупали время. Неделю, может быть больше. В этом вся сила подземной архитектуры Каппадокии. Она не обещала славы, она давала шанс пересидеть страх. И чем глубже спускаешься, тем яснее, что перед тобой не чудо великанов, а очень человеческая инженерия. Маленькие комнаты, низкие потолки, воздух по шахтам, вода из колодцев, камень вместо замка. Когда сегодня туристы проходят по Деренкую, им часто хочется спросить, как здесь могли жить? Вопрос правильный, только его надо немного повернуть. Люди не выбирали это место как удобную квартиру, они выбирали его вместо риска на поверхности.
Под землей было тесно, темно, пахло животными, едой, влажным камнем и дымом. Любой звук в коридоре становился слишком важным. Чужой шаг мог быть просто соседом, а мог означать, что затвор не выдержал. И все равно эта система работала, потому что была собрана из практичных решений. Мягкий туф позволял расширять город. Вентиляция давала воздух, колодцы давали воду, хранилища держали запас, стойла сохраняли хозяйство, каменные диски превращали проходы в оборонительные линии. Так скала становилась не пещерой, а механизмом ожидания. Деренкую не единственный подземный город Каппадокии, но он стал одним из самых известных именно потому, что в нем это устройство видно почти телом. Ты идешь, пригибаешь голову, видишь круглую дверь и понимаешь цену каждого метра. Здесь не нужно придумывать фантастические объяснения. Достаточно вспомнить обычный страх людей, у которых слишком часто могли отнять дом, еду и жизнь. Поэтому комната за стеной оказалась такой сильной находкой. Она открыла не просто тоннель, она открыла способ выжить, когда наверху лучше не показываться. А следующая дверь в нашем выпуске будет уже не под землей, но чувство будет похожим. Кто-то снова откроет обычный проход и увидит там совсем не то, что ожидал. За этой дверью не было сундука с монетами, не было стены, которая отъезжает в сторону. Там просто стоял Париж начала прошлого века, будто хозяйка вышла купить перчатки и задержалась на 70 лет. Когда дверь наконец открыли, воздух внутри оказался не похож на воздух жилой квартиры. Он был неподвижным. Пыль лежала на креслах так ровно, что ее жалко было тревожить. Тяжелые шторы держали полумрак, на столиках застыли флаконы, в углу стояло чучело страуса, а золотые рамы смотрели со стен как свидетели, которых никто не звал. Самое странное было не в богатстве, самое странное было в порядке. Вещи не выглядели брошенными после грабежа или пожара, они выглядели оставленными на завтра. Но завтра не наступило. Квартира принадлежала семье Марты де Флориан, женщины из парижского светского круга Belle Époque. А ее наследница, по распространенной версии, покинула Париж во время войны и больше сюда не вернулась. При этом квартира не исчезла из жизни совсем. За нее продолжали платить. Месяц за месяцем, год за годом. Вот это и делает историю такой неуютной. Дверь была закрыта, но счетчик обычной городской жизни продолжал тикать. Важно понять одну вещь. Такие двери открывают не как в приключенческом кино с криком и ломом. Обычно все начинается скучно. Наследство, ключи, документы, люди с описью. Специалист заходит не искать чуда, а записывать имущество. Стул, зеркало, часы, картина, шкаф. Каждая вещь получает место в списке, потому что потом наследникам и нотариусам нужно понимать, что вообще осталось. И вот эта скучная процедура вдруг начинает работать как машина времени. Человек в перчатках поднимает ткань, смотрит на подпись, сверяет состояние холста, отмечает раму. Он не имеет права просто сказать «красиво, значит дорого». У картины должна быть биография. Откуда она взялась, кому принадлежала, где висела, почему оказалась именно здесь. В этой квартире биография вещей была спрятана не в тайнике, а в семейных бумагах. Письма, старые фотографии, записи, следы знакомств. И среди пыльных предметов внимание постепенно перешло к одному портрету. На нем была молодая женщина в роскошном платье. Не музейная святыня под стеклом, а картина, которая десятилетиями жила в закрытой комнате. Тут начинается самый тонкий момент. Атрибуция похожа на расследование, где нельзя влюбиться в версию слишком рано. Смотрят подпись, манеру кисти, ткань, краски, сравнивают лицо модели с известными изображениями. Проверяют, мог ли художник быть связан с этой женщиной. И только потом произносят имя, от которого цена и смысл меняются сразу. Джованни Бальдини. Бальдини умел писать светских женщин так, что ткань будто движется быстрее человека. Но в этой истории важна не только рука художника, важна женщина на холсте. Марту де Флориан легко было бы оставить в роли красивой модели из старого салона. Удобная плоская роль. Только бумаги начали возвращать ей контур. Семейные материалы и письма помогали связывать портрет с конкретной жизнью, а не с безымянным образом в золотой раме. Для рынка искусства это решающий путь. Сначала предмет выглядит как находка, потом его превращают в доказуемую историю. Если происхождение картины рвется, возникают сомнения. Если цепочка держится, работа получает голос. В 2010 году портрет выставили на аукцион, и он ушел за сумму, которая резко превысила ожидания. Но давайте честно, деньги здесь только громкий колокольчик. Они заставили всех обернуться, а настоящая история была тише. Закрытая квартира сохранила не просто мебель,
Она сохранила паузу между двумя мирами. С одной стороны, Париж салонов, визитов, платьев и портретов. С другой – война, бегство, старость, наследство. И люди, которые открывают дверь уже совсем в другом веке. И в центре стоит портрет. Не потому, что он самый дорогой предмет в комнате, а потому что он доказал, женщина, которую время почти вычеркнуло, все еще может быть узнана по лицу, письму и следу кисти. Кульминация этой главы не в ударе молотка на торгах, она раньше. В тот момент, когда люди стоят в квартире и понимают, что перед ними не декорация. Здесь действительно десятилетиями никто не жил. Пыль на флаконах не подделана, шторы не состарены для съемки. Страус в углу не странный реквизит, а часть чужого вкуса, чужих денег, чужой повседневности. Обычная наследственная опись вдруг требует осторожности, как раскопки. Нельзя резко распахнуть окно, нельзя хватать картину за край, нельзя выбросить пачку старых бумаг как мусор. Потому что именно в бумагах может лежать ответ, почему портрет оказался здесь и кто смотрит с холста. Так частная комната становится капсулой времени не из-за магии, а из-за очень прозаичных вещей. Оплаченной аренды, закрытой двери, отсутствия ремонта и семейной привычки ничего не трогать. Рынок искусства в этой истории выглядит холодным механизмом, но он сделал неожиданную работу. Он заставил проверить, назвать, сравнить и вынести на свет то, что спокойно могло исчезнуть при обычной уборке. Мадам де Флориан не вернулась в свою квартиру, зато квартира вернула ее имя. А за следующей дверью нас ждет уже не тихий салон, а место, где невозможное спряталось совсем иначе. Иногда дверь ведет не в комнату, а в чужой способ выживать. В середине 20 века исследователь поднялся в забытое чердачное пространство у лондонской церкви и, кажется, ожидал увидеть обычный хлам. Пыль, балки, старые доски, но что еще может прятаться под крышей храма? Но фонарик выхватил не сундуки и не сломанные стулья. Перед ним стояли деревянные скамьи, уходящие вверх амфитеатром, а внизу грубый стол, слишком узкий и слишком деловой, чтобы быть церковной мебелью. И вот здесь становится неуютно. Это был не тайный зал собраний, это была операционная. Глава 27 в нашем выпуске начинается с очень странного соседства. Молитва внизу, хирургия наверху. Место находилось рядом с церковью Святого Фомы в районе Саутуарк, там, где когда-то работал старый госпиталь Святого Томаса. Чердак называли травяным, потому что под крышей сушили и хранили лекарственные растения. Для старой больницы это было нормально. Больница выросла рядом с религиозными зданиями, потому что забота о больных веками держалась на церковных землях, милосердии, пожертвованиях и строгом распорядке. Но затем в этом сухом, высоком, хорошо проветриваемом месте появилась хирургия. Не потому что кому-то нравилась мрачная символика. Причина была практической. Внизу больница жила своей тяжелой жизнью с палатами, запахами, теснотой и больными людьми. А наверху был свет, воздух и место, где студенты могли видеть, как режет хирург. Не читать об этом, смотреть. Чтобы понять эту комнату, надо убрать из головы современную операционную. Никакого белого света над столом, никаких мониторов, никакого спокойного сна под наркозом. Когда этот театр работал, эфирный наркоз еще не стал обычной медицинской практикой, а антисептика еще не перевернула хирургию. Пациент был в сознании, его могли удерживать помощники, иногда давали алкоголь или опийные средства, но это не превращало операцию в безболезненный сон. Главным обезболиванием была скорость. Звучит грубо, но это была логика эпохи. Чем дольше длилась операция, тем больше боли, крови, шока и риска. Хирург ценился не только за знание анатомии, но и за холодные руки в плохом смысле. Быстрые, точные, без лишних движений. Деревянные скамьи вокруг стола тоже были частью этой системы. Это назвали операционным театром не ради красоты слова. Студенты сидели ярусами как зрители, потому что хирургии учились глазами. Они должны были увидеть, куда ложится разрез, как перевязать сосуд, как не потерять время. Сегодня от такой близости становится тревожно, а тогда она была учебным инструментом. И еще была проблема воздуха. До антисептики люди не понимали микробы так, как понимаем их мы. Зато они очень хорошо чувствовали духоту, сырость и тяжелые запахи больницы. Высота под крышей казалась преимуществом. Окна давали свет, сквозняк уносил часть запахов, сухой чердак подходил для трав и аптечных запасов. В старом мире архитектура лечила настолько, насколько умела. Или хотя бы пыталась не добить. Самое странное в этой истории не то, что операции были жестокими. Это мы как раз ожидаем от прошлого. Странно другое. Комната оказалась спрятана не заговором, а перестройками города.
Госпиталь Святого Томаса со временем переехал, старые корпуса исчезали, менялись улицы, менялись нужды, а чердачное пространство над церковью осталось как ненужная складка здания. Дверь забыли, лестницу закрыли, и деревянный театр боли просто выпал из повседневной памяти. Когда его снова нашли в 1956 году, это выглядело почти как ошибка. Поднимаешься за пылью, а видишь устройство целой медицинской эпохи. Внизу грубый стол, рядом банки, травы, шкафы, инструменты. Над столом ряды скамей, где будущие врачи наклонялись вперед, стараясь не пропустить движение руки. Просто удержите эту картину. Женщина или мужчина на столе, хирург рядом, помощники держат тело, студенты смотрят сверху. В комнате нет той стерильной тишины, к которой мы привыкли. Доски скрипят, кто-то шепчет, инструмент стучит о дерево. Врач не может позволить себе долгую подготовку и долгие сомнения. Его работа в эту секунду не похожа на чудо науки. Она похожа на очень опасное ремесло, где знание анатомии борется со временем. И именно поэтому место было построено как театр. Не для зрелища ради зрелища, а потому что каждый ряд скамей производил новых хирургов. Цена обучения была тяжелой, но без этого другие пациенты потом не получали бы даже такого шанса. Потом медицина изменилась так резко, что эта комната стала выглядеть почти невозможной. Эфирный наркоз дал хирургам время. Пациент перестал быть человеком, которого нужно успеть спасти до того, как боль разрушит все. Антисептика и затем стерильность изменили саму идею чистоты. Оказалось, что опасность может быть невидимой. Не только грязный пол, не только запах, не только воздух палаты, а частицы на руках, инструментах, тканях. После этого старые деревянные операционные стали проблемой. Дерево впитывало, щели копили. Толпа студентов рядом со столом уже не казалась нейтральной. Архитектура снова стала вопросом жизни, только теперь по другим правилам. Нужны были моющиеся поверхности, контролируемое пространство, меньше случайных людей, больше света и порядка. Вот почему находка на чердаке так цепляет. Она показывает не музейный ужас, а момент до большого поворота. Люди уже пытались лечить рационально. Выбирали свет, вентиляцию, обзор для учеников, близость к больничным палатам и аптечным запасам. Но им еще не хватало двух ключей, без которых хирургия была гонкой с болью и инфекцией. Сегодня старый операционный театр в Лондоне можно увидеть как музейное пространство. И если смотреть внимательно, там нет одного простого ответа, почему операционная была под крышей церкви. Там сразу несколько причин. Старая связь больницы и храма, сухой травяной чердак, нужда в дневном свете, обучение студентов и тесный город, где свободное место не ждало врачей. За этой дверью нашли не просто странную комнату. Там нашли медицину, которая уже хотела стать современной, но еще резала на скорость. А следующая дверь покажет, что иногда невозможное прячут не под крышей, а прямо за самым обычным фасадом. Иногда самая странная дверь вообще не похожа на дверь. Это просто кусок стены, который мешает ремонту. По популярной версии, в одном доме в Каппадокии хозяин разбирал стену и ждал увидеть за ней пустоту, нишу, старую кладовку, что угодно из домашней мелочи. Камень осыпался, в пыли появился просвет. И за ним был не шкаф, там уходил вниз узкий коридор, такой темный, что фонарь не доставал до конца. Вот это уже неприятный момент. Дом стоит на земле, ты живешь в нем годами, ставишь посуду, спишь, ругаешься из-за ремонта, а потом понимаешь, под полом есть проход, о котором ты не знал, и он явно не для кошки. Местная история связывает это открытие с Деренкую, подземным городом, который сегодня стал одним из самых известных в Турции. Детали самого обнаружения лучше перепроверять, потому что легенда разошлась по путеводителям и пересказам, но в ней есть главное, очень каппадокийское чувство. Здесь поверхность обманчива. Снаружи дом может быть обычным, с побеленной стеной и простым двором, а внутри горы, прямо под ногами, начинается другой уровень жизни. Чтобы понять, почему такое вообще возможно, важно сначала забыть про привычную каменную крепость. Каппадокия сделана не из одного сплошного гранита. Здесь много вулканического туфа, мягкого камня, который можно вырубать сравнительно простыми инструментами. Он держит форму, но поддается человеку. Для местных это был не просто пейзаж с красивыми скалами, это был строительный материал, стена, склад, убежище и иногда целая улица. Представьте себе не шахту ради золота, а дом, наоборот. Комнаты не ставят вверх, их вынимают из горы. Лишний камень уходит наружу, а внутри остаются проходы, ниши, лестницы и помещения, где прохладно даже тогда, когда наверху палит солнце. В таких местах удобно хранить зерно и виноградный сок, держать припасы и прятать то, что нельзя потерять.
Но Деренкую поражает не самой идеей пещеры, пугает масштаб. Узкие ходы тянутся в стороны, потом вниз, потом снова в комнаты. Там были места для людей, кладовые, давильни и хранилища, помещения для животных. Скот тоже надо было увезти под землю, потому что без него семья быстро оставалась без еды, молока и силы для работы. Это не декорация для приключенческого фильма, это план выживания, вырезанный в серо-бежевом камне. И вот здесь становится неуютно по-настоящему. Подземный город должен не просто существовать, в нем надо дышать. Если загнать вниз людей, детей, животных и запасы, через короткое время главным врагом станет не преследователь снаружи, а воздух внутри. Поэтому в Каппадокии вырубали вентиляционные шахты. Они уходили вверх и связывали глубину с поверхностью так, чтобы внутри сохранялось движение воздуха. Для нас это звучит как инженерная схема, но для тех людей это было почти бытовое знание. Где можно спать, где хранить зерно, где держать животных, где нельзя разводить лишний дым. И еще одна деталь выглядит простой, пока не увидишь ее рядом с узким проходом. Круглая каменная дверь. Тяжелый валун, похожий на жернов, вставили так, чтобы его можно было перекатить и закрыть коридор изнутри. Снаружи такую дверь сдвинуть было куда труднее. В ней могли оставлять небольшое отверстие для наблюдения или защиты. Получается странная логика. Город не оборонялся высокими башнями, он исчезал. Наверху оставались дворы, пропы, дома, пыльная земля, а под ними люди перекрывали ход за ходом, убирали свет, сохраняли воду, зерно, скотину и тишину. Не героическая крепость на холме, скорее огромная нора, где каждая комната отвечала на один вопрос. Как пережить еще один день? Когда такие проходы начали изучать внимательнее, стало ясно. За стеной был не случайный лаз. Это была часть огромной подземной системы, где уровни уходили глубоко вниз, а коридоры связывали между собой помещения разного назначения. Туристы сегодня проходят только безопасные маршруты с ограждениями, светом и понятными поворотами. Но попробуйте убрать из этого современный порядок лампы и таблички. Останется низкий потолок, камень у плеча, лестница под ногой и мысль, что где-то выше идет обычная жизнь. Именно поэтому история с ремонтом так цепляет. Она не про сундук с золотом, она про то, что настоящая находка иногда выглядит как дыра в стене и пахнет пылью. Люди Каппадокии не строили невозможное ради красоты. Они прятали повседневность, еду, животных, работу, страх, привычку выживать рядом с опасностью. Мягкий туф дал им материал, а тревожные времена дали причину спускаться все ниже. И когда хозяин по этой версии пробил стену, он открыл не тайную комнату. Он открыл чужой способ жить под землей так, будто это продолжение дома. Дверь 28 в нашем выпуске оказалась стеной, а за стеной был целый город без неба. Дальше будет другая дверь, и там обычная находка тоже слишком быстро перестанет быть обычной. Самое странное в этой двери было не то, что ее давно не открывали. Странно было другое. За нее продолжали платить. Месяц за месяцем, год за годом, пока Париж менял вывески, машины, витрины и цены, одна квартира в центре города оставалась в документах живой, а внутри, похоже, никто не жил со времен войны. Дверь открывали не археологи и не охотники за сокровищами. Пришли люди с обычной работой – описать имущество после смерти наследницы. У них были ключи, бумаги, список задач и, скорее всего, ожидание пыльной рутины. Проверить комнаты, зафиксировать мебель, найти ценные вещи, подготовить оценку для наследства. В больших городах такое случается каждый день. Но замок повернулся, и обычная процедура вдруг стала похожа на вторжение в чужое вчера. За дверью стоял воздух закрытого жилья. Не музейный, не выставочный, а именно квартирный. Тяжелые шторы, старые флаконы, тусклые рамы, мебель, которую никто не переставлял десятилетиями. И где-то среди этого почти театрального салона было чучело страуса. Вот тут рука с папкой уже не кажется такой уверенной. Это глава номер 29 не про привидений и не про тайную комнату с золотом. Она про вещь, которая звучит скучно, пока не увидишь результат. Долговременная аренда. Кто-то уехал, но договор продолжал жить. Деньги уходили, квитанции, вероятно, складывались, обязанности выполнялись. А дверь оставалась закрытой так долго, что квартира перестала быть жильем и стала капсулой времени без таблички на стене. Чтобы понять, почему эта квартира сохранилась, важно убрать красивый туман вокруг истории. Здесь все держалось не на чуде, а на бумагах. Если жилье арендуют долго, особенно по старым правилам, оно может десятилетиями оставаться за одной семьей, пока платежи идут и никто не разрывает связь. Война добавила к этому страх и спешку.
Женщина, с которой связывают квартиру, покинула Париж во время Второй мировой и больше туда не вернулась. И вот начинается неуютная часть. Человек уезжает, возможно, думая, что это временно. Вещи остаются на местах. Платья, письма, туалетный столик, картины. Потом временное растягивается, возвращение откладывается. Семья привыкает к странной норме. Квартира есть, аренда оплачивается, но туда не ходят. Иногда память проще закрыть ключом, чем разбирать по ящикам. Для специалиста по наследству такая тишина не отменяет работу. Опись начинается с холодных действий. Предмет видят, описывают, фотографируют, оценивают состояние. Серебро отдельно, мебель отдельно, картины отдельно. Не потому что люди бесчувственные, а потому что наследство должно превратиться в понятные строки. Кто наследует, что именно, сколько это может стоить, что можно продать, а что требует проверки. В этой квартире проверка быстро перестала быть формальностью. Салон был набит вещами другой эпохи, но главная загадка висела на стене. Портрет женщины в золочёной раме. Молодая, нарядная, уверенная в себе. На первый взгляд просто красивая картина из богатой квартиры. Но для оценщика это не ответ, а начало вопроса. Кто написал? Кто изображен? Есть ли подпись? Есть ли след в старых каталогах? И почему эта работа все это время молчала за закрытой дверью? На рынке искусства имя художника может изменить все. Не чуть-чуть, радикально. Один и тот же холст без подтверждения остается красивой вещью с осторожной оценкой. Тот же холст с доказанным авторством превращается в событие для аукциона. Поэтому с портретом не могли поступить по принципу «похоже на известного мастера, значит берем дороже». Так не работает. Начинается атрибуция. Смотрят манеру письма, материалы, подпись, происхождение вещи, проверяют, откуда картина могла попасть в семью. Ищут следы в архивах, переписке, старых газетах, каталогах выставок и продаж. В случае с этой квартирой важной частью истории стали письма, которые связывали портрет с итальянским художником Джованни Бальдини и с Мартой де Флориан, известной парижской красавицей своего времени. Именно такие бумажные зацепки дают рынку уверенность. Здесь красиво работает простая логика. Картина не просто висит в комнате, она находится там, где могла оказаться по биографии модели. Вещи вокруг поддерживают эпоху, документы подсказывают связь. Эксперты сравнивают почерк художника с признанными работами. Потом аукционный дом берет на себя риск публичной продажи, а покупатели уже голосуют деньгами. И вот кульминация получается тихой, почти неприлично бытовой. Человек в перчатках стоит перед запыленной стеной и понимает, что смотрит не на декорацию. Перед ним вещь, которая пережила войну, переезды, смерти, забывания и рост цен. Рама тускло блестит. Пыль лежит на мебели ровным слоем. На портрете женщина выглядит так, будто ее только что вынули из прошлого и попросили подождать еще минуту. А вокруг уже работает современный механизм, экспертиза, каталог, торги, ставки. Когда портрет выставили на продажу, история квартиры уже стала частью цены. Покупали не только холст, краску и имя Бальдини. Покупали происхождение, редкость момента, ощущение, что работа не ходила по рукам и не устала от выставок. По сообщениям о продаже, итоговая сумма ушла в миллионы евро. Но деньги здесь не самый странный финал. Страннее то, что эта квартира все годы сохранялась не как музей, а как побочный эффект семейного решения. Никто, вероятно, не ставил задачу подарить будущему идеальную сцену для газет. Просто дверь не открывали, аренда платилась, вещи не трогали, и город, который обычно перемалывает старые интерьеры быстро и без жалости, в этом месте почему-то не добрался до последней ручки шкафа. Наследственная опись в таких историях выглядит сухим делом, но именно она возвращает предметы в оборот. Пока дверь закрыта, картина почти не существует для мира. У нее нет рынка, нет оценки, нет спора экспертов. Как только появляется опись, начинается цепочка. Зафиксировать, проверить, атрибутировать, продать или сохранить. Так личная память превращается в юридический факт, а потом в цену. И в этом главный нерв истории. За закрытой дверью лежала неостановленная жизнь, а жизнь, от которой когда-то отвернулись и за которую все равно продолжали платить. 70 лет тишины стоили арендных квитанций, семейного молчания и невозможности просто войти и разобрать вещи. Поэтому парижская квартира так цепляет. Она показывает не прошлое вообще, а конкретную цену закрытой двери. А следующая дверь в нашем списке будет уже совсем другой. Там тишину нарушит не эксперт с папкой, а находка, которую лучше было бы не трогать. Рабочий поднимает из темноты маленький черный цилиндр и почти сразу понимает, что держит не уголь. У угля нет аккуратных слоев. У угля не бывает торца, похожего на свернутую бумагу. И вот неприятная мысль приходит не ученому, а человеку с киркой. Если это книга, ее нельзя открыть. Она рассыплется в пальцах.
Так начиналась самая странная библиотечная находка возле Везувия. Не в чистом зале, не среди полок, а в узком подземном ходе, где лампа коптила, воздух стоял тяжелый, а над головой лежали метры застывшего вулканического грунта. Люди искали статуи, мрамор, бронзу, дорогие вещи для королевской коллекции. Это было понятно. Статуя выдержит удар лопаты, книга – нет. Под Геркуланумом копали не как сегодня осторожными слоями. В середине 18 века в толщу погребенного города пробивали тоннели. Шли почти вслепую, пока стена вдруг не открывала комнату, лестницу, пол с мозаикой или бронзовую фигуру в свете лампы. Инженер Карл Вебер зарисовывал план огромной виллы, которую позже назовут виллой папирусов. Но сначала это была просто засыпанная роскошная постройка, куда вошли снизу и сбоку, будто в закрытый дом через рану. А потом за одной из дверей оказались не сокровища в привычном смысле. На полу и в шкафах лежали сотни обугленных свитков. Черные, хрупкие, неровные, похожие на куски дерева после пожара. Только это были тексты, дошедшие из античного мира, и каждый из них требовал невозможного. «Прочитай меня, но не трогай». Важно понять одну вещь. Везувий не просто засыпал Геркуланум пеплом, как часто представляют после рассказов о Помпеях. На город обрушились горячие потоки из газа, пепла и вулканической грязи. Они двигались быстро, забивали улицы, врывались в дома и оставляли после себя плотную массу, которая потом каменела. Для живого города это была катастрофа. Для папируса получился страшный парадокс. Свитки нагрелись так сильно, что органика обуглилась. Папирус потерял воду, стал черным, ломким, почти угольным. Но огонь не превратил его в обычный пепел, потому что кислорода было мало, а сверху быстро легла защитная толща. Книга погибла как удобная вещь для чтения, но уцелела как предмет. Звучит почти как удача. Но попробуйте развернуть сухой лист, который пролежал под землей больше 1500 лет и превратился в тонкие слои угля. Малейшее движение ломает край, слишком сильное давление сминает строки навсегда. А чернила на многих папирусах были углеродными, почти того же вещества, что и почерневший лист. Даже когда фрагмент удавалось раскрыть, буквы могли прятаться на темном фоне, как мокрый след на черном камне. Первые находчики не сразу поняли масштаб проблемы. Некоторые свитки приняли за обгоревшие палки. Какие-то выбросили или повредили, прежде чем стало ясно, что перед ними библиотека. И вот здесь становится неуютно. Археолог держит в руках редчайший античный текст, но любая попытка узнать, что внутри, делает этот текст короче. Не на страницу, на жизнь. Свитки все-таки пытались открыть, и это не было варварством в простом смысле. Люди видели перед собой закрытую дверь, за которой могли лежать утраченные книги. Философия, поэзия, письма, трактаты, которые никто не читал со времен Рима. Отказаться было почти невозможно. Пробовали резать, смачивать, поддевать край тонким инструментом. Иногда получались полосы с текстом, часто получалась крошка. Позже для папирусов сделали специальное устройство, связанное с именем Антонио Пьяджо. Машина медленно тянула внешний слой свитка, фиксируя его на тонкой основе. Это была не магия, а терпение, доведенное до механики. Миллиметр за миллиметром, день за днем, свиток отдавал поверхность. Но у такого чтения была цена. Развернуть один слой означало рискнуть следующим. Свернутый папирус не похож на современную книгу, где страницы легко отделить. Он лежит спиралью, слои слиплись, деформировались, потрескались. Иногда текст шел внутри складки, иногда поверхность была сдавлена так, что направление волокон обманывало глаз. Ошибка мастера становилась дырой в античной строке. И все же часть библиотеки заговорила. Многие тексты оказались связаны с эпикурейской философией, особенно с именем Филодема. Это тоже важная деталь. Вилла была не просто богатым домом с красивыми статуями. За ее дверями лежала рабочая интеллектуальная коллекция, где читали, спорили, переписывали, хранили книги как инструмент мысли. Вулкан закрыл эту комнату. Раскопки открыли ее снова. Но замок оказался внутри самого папируса. Сегодня главный вопрос звучит иначе. Не как развернуть свиток, а как не разворачивать его вообще. Исследователи кладут обугленный цилиндр в томограф, получают срезы, ищут границы слоев и пытаются собрать виртуальную поверхность. Это похоже на попытку прочитать письмо, не вскрывая конверт, только конверт сделан из обугленной спирали толщиной в волос и пережил извержение Везувия. Сложность не только в форме. Если чернила и папирус почти одинаково поглощают излучение, буква не хочет отделяться от фона. Тогда помогают вычислительные методы, обучение моделей, поиск микрорельефа и едва заметных отличий в структуре.
Машина не угадывает древний текст по желанию, она ищет физический след чернил там, где человеческий глаз видит просто черноту. И тут вся история виллы меняется. Раньше казалось, что находка уже случилась в тоннелях 18 века. На самом деле она продолжается. Каждый неразвернутый свиток остается дверью. За ним может быть известный философский текст, школьная копия, список, пустая часть, а может быть произведение, которое исчезло из всех рукописей мира. Честный ответ пока такой: мы не знаем, пока не прочтем, не сломав. Вот почему вилла папирусов так цепляет. Обычно археология достает из земли вещи, которые молчат, и мы заставляем их говорить через догадки. Здесь все наоборот. Перед нами настоящие книги, они физически дошли до нас. Они лежат в музеях, черные и маленькие, похожие на уголь из старой печи. Но 2 с лишним сотни лет человечество учится главному движению рядом с ними – не спешить рукой. Эта дверь открывается не ключом, она открывается терпением.